Здесь эфир тоже пошел. Так, на ВК-плей тоже пошел, на Твиче пошел, везде пошел. Так. Сейчас бы еще. Нам по звуку сориентироваться надо. Да, нам надо сориентироваться по звуку, обязательно, потому что у всех он разный. Не пиликай. Особенно у Фрумана он самый тихий из всех. Да тут еще и надо учитывать, что я сам по себе молодой человек, не очень громкий. Кирилл, привет. Так. Кирилл Орлов Г2Ш. Привет, ребята. Ну, по звуку как будто бы все нормально. Но это мое мнение тоже. Хорошо, Смотрите. если так. Опять же, Кирилл, ты у нас в этом плане, ты у нас на этом. Всегда, что у нас со звуком, сориентируй обязательно, потому что... На стороже. Привет, Кирилл, да. Да, это А нам можно сразу важно. вопросик? Сейчас А, На ком настройки игры? Сделать просто игру саму по себе тише? Игра громкая? На Windows надо у клиента делать. Ну, я могу сделать ее еще тише, если она громкая. Я просто выставил там тихо-тихо, могу сделать еще вам тише. Нет, просто кто подключился, надо свернуться и в микшере у себя сделать ее потише. Ну, метод, как говорят, у нас немного ректальный. Ну, что поделать? Так, ну я у себя еще и сделаю, она все равно, блядь, в OBS громковато. Ставим пока вот так. Ставим так. Ну, в целом, пока вроде все. Можно приступать. И главное на двоих поставить. Кирилл Орлов Г2Ш. Стас норм. Панквинта может чуть тише. 88 метров норм. 4 человек можно чуть громче, наверное. Себя я делаю. Так. Так, чтобы на двоих тут Это как Вики, выставить? я нормально по звуку. Новая игра. Просто новая игра. Вот, сплитскрин, Мультиплеер. А, сплитскрин, точно. Фу. Стартом. А тут, Бендемоник имени Раду. а тут новую, Здравствуйте, да? это я, Бенди имени Ротхаги, как у вас дела? Привет, Просто привет. непонятно, кто рулит-то. Рады видеть старичков. Я рулю. Да, новая игра. Ну, первый пункт. Второй Да. пункт. Вот, сплитскрин. Так. Можно сложность поменьше сделать, потому Так, что да, тут да, ставь. кусают за жопу очень хорошо. Ниже, не последняя, difficult. Где это? В Есть? геймой? Кирилл Орлов Последняя? Г2Ш. Ну как у вас дела? Нет, Мы это скучали. не в ту сторону. Это жопа. Да, по-моему, нормально было. Нет, мы Чё, средний давайте пробовали на вчера. нормально. Там вот надо что-то чуть поменьше, чтобы уж не совсем, что прям жопа рвут. Короче, Так, вот- вы вот просто так, будете я умирать не знаю. пермоментно. Ну все, старт. Первый. Теперь надо разобраться, кто рулит. Должно работать. Я слева. Кстати, поздравьте, это первый раз, когда я играю в Doom. Так, управляет в итоге второй Так. кто? Я. Ну ладно, пускай тогда. Первая двойка игроков в студию. Да, первая двойка игроков в студию. Притчер слева, Фроман справа. Мистер Абит М5114. Что интересно, несмотря на малый размер картриджа в оригинальном порте Дума на 32Х,
Кирилл Орлов Г2Ш. Панквинта можешь чуть громче себя сделать. Ну, давайте. То громко, то тихо. Так, ребят, ну, всех еще раз приветствуем на нашем стриме. С вами сегодня Панквинта. Всего СВМ. Дендемоник и И Минердуб. Фроман. Будете делать еще видео, если Ой, да, то здравствуйте. какие? Всех рады видеть. Мы тоже по вам всем скучали. Давайте по списку пойдем. Дела у нас в целом хорошо. Все работаем, у всех бытовуха, все как положено, но в целом стараемся про наше любимое хобби не забывать, чтобы периодически радовать вас контентом, да и просто как-то отдыхать от этой всей бытовухи и рутины, поэтому мы никуда не пропадаем, если что. Мы потихонечку действуем. Несмотря на малый размер картриджа, в оригинальном порте Doom на 32X все равно есть неиспользующиеся спрайты. Ну, это не удивительно нисколько, учитывая, что и так всегда бывает. Опять же, любую игру возьмите, там обязательно наделают столько всего, что потом рано или поздно какой-нибудь контент придется вырезать по тем или иным причинам. Карта большая или еще что-нибудь там или не вывозит, поэтому... Да, вот в вопросе экономии места, что 5 мегабайт, но опять же, если сильно захотеть, такое Кирилл пространство Орлов можно... Г2Ш. Разделенный экран. Такой вайп Можно PS1. сказать. Тут, если что, в этом думе есть стрейф. Скорее всего, он у вас на курки или какие-то там верхние курки. То есть не обязательно двигаться как змейка. То есть можно влево-вправо шевелиться. Так что у кого есть курки, пользуйтесь. И тут есть Friendly Fire. Так что своего можно легко зацепить. Так что будьте осторожны. Да. Сказал все. В случае смерти, опять же, там нет проблемы, вы воскреснете просто без ничего. Вот. Мы очень надеемся, что Вик к нам присоединится, как было договорено, потому что на самом деле нам очень хочется послушать про игру, потому что я думаю, сейчас мы к этому перейдем. Как вообще этот ролик, в принципе, появился, как мы до такого дошли. Вот, так. Разделенный экран, такой вайп PS1. Ну, для того времени это была вполне себе норма. Это нисколько не удивительно. Да даже PlayStation 1 так не может. Ну, в плане того, что разработчики так не сделали. А тут, Да. оп, есть. Во-первых, PlayStation 1, но опять же, это и на играх-то, по-моему, и 4-го поколения бывало что-то подобное. Ну на Дендемоник и Минердуб. Чем будете толеранте было. заниматься после стрима? Ну, там О. больше две сеги, нежели на одной сеге сильно жирновастенько будет, я бы сказал. Вичаус 1234. Вик, приветствую, присоединяйся к нам в Дискорде. Тебя ждем одного. В первую очередь. Ну, не только мы, опять же, я приглашение всем раздал, кому только можно, потому что, опять же, нас давно не было, и всю команду хотелось собрать по возможности. Но не все, к сожалению, смогли. Там Данил Брудский из Гомельского ТВ, у него там наложение произошло, ему никак не переиграть было. Но он всей душой тоже с нами. Опять же, бойсбенд мы наш, я думаю, все-таки рано или поздно соберем. Либо на Quake, либо, может, на еще что-нибудь такое. Вот, поэтому... Как-то так. Так что, Вик, двери открыты, мы переговорный. Заходи. Все будем во внимании. Ну а по поводу, чтобы сразу два раза не вставать, мы раскроем, как ролик появился на свет, или не будем даваться в подробности сильно? Кирилл Орлов Г2Ш. Не ожидал ролик по Doom. Думал, будете делать ролик по Quake 2. 88. По поводу? Ну почему ролик-то вообще на свет появился-то, в принципе, говорить будем? Так, в Ох. общих чертах. Ну, лично мне обидно очень было за то, что вот есть такая хорошая штука. Да есть очень много хороших штук, которые вам в Стиме никто не покажет никогда. Они там в Стиме не смогут появиться никогда. Но они просто лежат и собирают пыль в каком-то смысле. Люди их найдут, но очень поздно. Может быть, слишком поздно.
И такой вот просветительской работой я, собственно, хотел сделать витрину, рекламу. Ребята, посмотрите, вот есть офигенный Doom на Сеге. Вау. Ребята, посмотрите, вот есть Sonic, тоже на Сеге, офигенный. Ребята, вот смотрите, там Vice City делают на Dreamcast. Просто вот людям показать, что не все хорошее в Стиме лежит. За его пределами тоже есть жизнь, невидимая, маленькая, еле заметная, но она есть. И мне это не безразлично. Поэтому я очень хотел показать всем вот этот вот маленький мирок разработчиков и маленьких вот таких вот проектов. Маленьких, но очень отважных и крутых с точки зрения программиста. Вот. Я же, в свою очередь, когда 88М со мной поделился этой всей информацией, что вот есть такая интересная история, что есть такая, Вичаус 1234. Привет. что есть, да, такой мод, что вот он такой есть классный, замечательный, и опять же, с такими горящими глазами он это все рассказывал, что, естественно, после того, как он мысль свою закончил, у меня сформулировалось только примерно одно предложение. А вот теперь это на бумаге, пожалуйста. Потому что это звучало прям очень интересно, прям захватывающе. И я посчитал это таким варварством, что если про это не сделать какой-то интересный материал. Потому что у самого, что у меня, что у Притчера, глаза-то горят на много чего, на все не хватает просто банально времени, чтобы вот сесть, это все написать. Опять же, я уже даже забыл о том, что некоторые ролики даже были написаны какие тексты, что уже даже мы что-то проходили. То есть есть определенного рода наброски тех или иных роликов, но которые по тем или иным причинам у нас пока что не случились. То есть, опять же, просто да, что ожидали Quake, случился Doom. Опять же, именно во многом потому, что пока я там занимался Quake'ом, пока мы там занимались другими роликами, тут вот пришел Супермен и сказал, что вот есть такая идея, и поэтому ситуация была спасена, что наше здесь участие было чисто номинальное, все заслуги 88М. Наскек. Привет, народ. Наскик, приветствую. Гигантский ролик, если честно, он у меня первый настолько объемный. Я просто не знал, на что я подписываюсь. Просто, давайте сделаем обзор Дума. Давайте. Что там про него рассказывать? Вот есть монстры, вот он на Сеге. Это ролик на 10 минут. Да? 10 минут зашли и вышли. Что там такого, да? Тут начинаешь копать, тут начинаешь смотреть, тут оттуда корни растут, оттуда ветки тянутся. И Кстати, пошло. Я сам не заметил, как опа, и вы не пробовали переделать 42 отдельный минуты Doom там на почти полигон? как лекция на уроке получилась, в принципе. И даже больше. Опять же, Вик, да, мы очень ждем. Опять же, на нас тоже, если есть желание, возможность, тоже присоединяйся. Потому что должно быть, я надеюсь, интересно. Потому что не всегда приходит тебе разработчик и предлагает про игру рассказать, и в принципе обращают люди на такое, на нас таких маленьких внимания, что мы там что-то делаем, мы кочевряжемся, и тут какие-то дела. Однако, здравствуйте. Потому что на самом деле материал получался буквально с каждой итерации, которую я видел, все получалось интереснее и интереснее, и даже ставка про композитора тоже здесь появилась именно потому, что, слава богу, было знакомство, и поэтому мы посчитали необходимым тоже этот момент. Да, мы с Мол Кириллом, как оказалось, мы так общие знакомые по одному несчастью, так что, да, мне было легко с ним договориться. Если бы я знал, что вот с мистером Виком бы лучше вот интервью более такое техническое бы надо было бы брать. Использовать нажми, Роман. Да, использовать. Вот. И хорошая мысля приходит опосля, как говорится. Вот так и тут получилось. То есть техническое подкорку видео можно было бы расширить, будь бы интервью еще и у Вика.
Но он и в комментариях молодец. Кому надо, что надо, объяснил. И в целом, да. Ну, получилось, как получилось. Что поделать. Да, если есть какая-то в этом плане заминка, Вик, напиши, скажи. Вичиаус 1234. Если речь про 32Х, то в этом нет смысла. Вик, присоединяйся к нам лучше в голосовухе, потому что чата много не напишешь, а вопросов на самом деле, я думаю, у всех здесь присутствующих будет много. Поэтому Мы так находимся вот в группе, там слева каналы находятся, и там нужно промотать вниз чуть-чуть, и там канал общения. Мы, если что, там сидим. будет. Да, в группе Вот. есть все, Ну, поэтому... можете и в чате, в принципе. Как сами пожелаете. Да. Просто так всем было бы, я думаю, удобнее и проще. В любом случае... Нет, сейчас я не играю, сейчас слева играет Стас, Кирилл справа Орлов, играет Г2 Проман. Ш. Панквинта, ты слева, я так Да, понимаю. хоть подписи прям делай. Сразу видно, где играю я, запомните. Ваши ощущения, господа. Мои? Хотите мои ощущения? Вот они 32 бита, вот они родненькие. Наскек. Разработчики рассмотренных мной модов. Вполне себе Как будто стандартный Doom. недавно поиграл в Quake, вот так могу сказать. Понимаю, тоже пару раз было так, что меня находили разработчики модов, которые натыкались на мой мелкий канал. Ну вот. Это отлично, опять же. Это прекрасно, потому что обратная связь таким образом, она всегда идет всем на пользу. И поэтому, естественно, что от этого выигрывают все. И автор канала, и, собственно, разработчик. Я иногда не понимаю ситуацию, когда как раз такие разработчики на критику вообще реагируют как-то болезненно. Потому что все-таки разработчики бывают разные, бывают опытные, талантливые, которые создают в итоге там Black Mesa, создают вот Doom Resurrection. Вопросов нет. Люди свой хлеб, еду едят не просто так. А есть разработчики там каких-нибудь васянских модов, которые на деле вообще не работают, которые просто неиграбельные, которые при этом сами не видят, что они понаворотили, что у них игра там или сам движок игры просто не выводит огромное количество нагромождений. Вспомните какой-нибудь Yandere Dev, я не знаю, еще что-нибудь такое, это уже 300 раз Кирилл Орлов, говорю. Г2 Ш. А это Стас, как я сразу не понял. Видно знакомый геймплей. О, ключ. Поэтому здесь все прям для этого и создано. Именно когда, опять же, это не является там каким-то рекламным что-то, когда все вот честно приходят и говорят, вот товар, вот купец, как бы, вот пожалуйста. И поэтому, естественно, что какие-то моменты вот не замечаются. И даже вот в роликах я всегда стараюсь с товарищами посоветоваться, именно потому что иногда бывают какие-то моменты я сам просто не замечаю тупо. И потом обидные косяки получаются. Или становится слишком скучно, или какие-нибудь вот именно упущения. Наскек. Есть разработчики, которые решают поиграть с тобой в страйкбол, если вы понимаете, о чем я. Ну вот такие разработчики, это, конечно, вообще крокодилы. Мистер Абитем 5114. Кстати, что интересно, Да, это мой первая первый опыт полноценная неурезанная версия Дума на консолях проявилась на И да, я уже повторялся. Кирилл Орлов, Г2 Ш. Стас, это твой первый опыт в Doom. Ну, ребят, на Сегу я, конечно, в это еще не играл. Хотя, надо признаться, было и со Steam Deck, было и даже с геймпадом. И прям есть разница. На самом деле отчасти есть. Не сильно большая, особенно если мы берем какую-нибудь прекраснейшую историю, такую как GZ Doom, в которой все хорошо. Ну, то есть, там действительно, там вот не к чему придраться. GZ Doom отличнейший соцспорт, и не знаете во что поиграть, на флешку быстро качать GZ Doom. Вот. Вадников фридума в интернете есть. Так что накачивайте GZ Doom, накачивайте Вадник фридума, накачивайте Brutal Doom, и будет вам счастье. Всегда у меня на любой флешке оно есть, всегда с собой. Угу. Тоже юмор. Ну я вот не Ну, самый... первый раз. Чё?
Моя первая смерть. Ага. А, ты провалился там, да, не вылезть, нет. Ну, Там опять же, ты где-то что-то держался стену молодцом. прожать можно вроде. Умер мужик. Опять же, я вот в Doom особо никогда не играл, потому что я его пропустил и начинал уже там со второго Квейка. Я уже так пару раз пытался поиграть в Doom, использовать. Да. Мы сильно молоденькие для Дума. Да, это не совсем не наш полет, но опять же, я с огромным уважением все равно отношусь что к Wolfenstein, что к Думу. Мистер Абитем 5114. Кстати, что интересно. С 2018 года в XDOOM добавили телеметрию. А насколько стареньким нужно быть, чтобы застать Doom? То есть... Ну, в Лет теории, 40. вот во сколько вы вот поиграли в первую свою компьютерную игру, к примеру? Вот, расскажите, во сколько лет? Кирилл Орлов, Г2 Можно на шаг. ты на самом-то Brutal деле. Doom А вообще это Machine. был GTA Vice Наверное, City. самый лучший 5. мод. Это получается, нужно родиться ну, примерно 85-й год рождения, может быть, чуть-чуть даже позже. Плюс-минус, да. Чтобы так попасть в временной промежуток, когда выходил Doom, еще при условии, что вы из благополучной семьи, где есть компьютер, где есть достаточно хороший компьютер. Как я показывал, Doom это не хухры-мухры, какой попало компьютер его не потянет. Вам нужно серьезное железо на то время. Мгм. И опять же, сказано было максимально возможное в ограниченный период хронометража, потому что, естественно, здесь была главная проблема, чтобы это не было уж совсем какой-то однообразной там скучной лекции, и, судя по всему, получилось более чем достойно. С моей точки зрения. По крайней мере, Наскек. лучше Лично у меня сделать Doom очень тяжело. ассоциируется со студенческими годами, так как я Да и однажды мало принес ли- эту мало культовую кто будет идеологию в делать, мне компьютерную кажется. аудиторию. Тема И не раз очень- ее там перепрошу. Узкая, очень узкая. Потому Ну, что вот. вот реально обычному человеку, который не хочет вот в это все лезть, разбираться, ему, да, проще скачать GZDoom, он работает на современных системах. Не сказать, что он там до чертиков оптимизирован и прочее, прочее. Он немножечко по-другому рисует уровни, может где-то использовать видеокарту более сильнее, чем обычно. Вот, ну, а тут совершенно другой мир. Мгм. Ну, опять же, по поводу Brutal Doom, да, Brutal Doom хорош, конечно. Естественно, что он имеет очень относительную с Думом, потому что все-таки геймплейно это совершенно Кирилл другая Орлов, игра, Г2 как ни шаг. крути. 88 метров. Аукава в Естественно, постсоветском пространстве в 93-м году То был есть ком, это даже подходящий говорить для не Дума, стоит. и тем Но более сама на самом-то игра. деле это довольно забавная история, потому что Brutal Doom, ну, явно видно, чем вдохновлялись создатели Дума 16 года со своими добиваниями и вообще в целом возросшей динамикой. Ну, то есть я как человек, который играл в Brutal Doom еще с, если не соврать, 15-х версий, ну, скажем так, когда увидел Doom 16, я такой, я видел это в Brutal Doom. Как классно. Я дома. Ну и в целом, касательно оптимизации, это довольно интересный вопрос в том плане, что вот я, если честно, не лазил в коды ГЗ Дума, но если есть прям какие-то пруфы касательно того, что используется память не очень объективно, например, мне Мистер даже было Абитем бы интересно послушать, как 5114. программисту. Кстати, Вичиаус Просто вот 1234. проблема в том, что А вот вы GZ пробовали Doom, перенести до он, Doom по-моему, рисующего умеет на рисовать сервис по от Doom? старинке во фреймбуфер, то есть слева направо рисуем все, что там у нас по сортировке. Сначала там бэкграунд, потом за ним там то, все и так далее. А тут он может задействовать еще видеокарту. То есть там, по-моему, есть OpenGL режим. Мы цепляемся за видеокарту и так на ее мощи выезжаем. И проблема в том, что если такой GZ Doom загрузить в старый компьютер, в софтовом режиме, может, разницы и не будет особой. А вот если начать использовать видеокарту, которой нет,
Это может закончиться либо плохо, либо не очень хорошо. Одно из двух. Вот. Ну, тут Ну, это придирки уже. вот в том-то и дело, что я хотел на это указать, в том плане, что, ну, давайте не лукавствовать. ГЗ-Дум делается для современных систем, откровенно. Да, он предназначен... Вот что еще потрясающе, у нас же есть разные операционные системы. Linux, Mac, Windows. И представьте, что вот на всех этих разных процессорах, разных платформах люди играют в мультиплеере вместе. Да, о Кирилл таком даже Орлов, раньше Гайд мечтать не Ваша. приходилось. А А тут сейчас, мультиплеера нет. пожалуйста. Люди с андроида и с ПК могут играть вместе на равных. Ну, не на равных в плане управления, но, по крайней мере, в одном лобби находиться. Это чудо чудное для меня лично. Мгм. Дум объединяет. Да? Да. Так. Вик, ты с нами? Дай знак. Вот Кирилл Орлов, я вот одним глазом в чат смотрю, у кого был крутой комп на постсоветском пространстве, кто мог поиграть. Я вам открою секрет. Были у нас машины, то ли СМ, то ли не СМ, могу, конечно, ошибаться. В Советском Союзе делали клоны x86 процессора, делали и 286, и ходят слухи, что были болгарские правец или что-то такое с 386, но это слухи. Вот. И в принципе в каком-нибудь крутом ядерном институте ученый, наверное, мог поиграть, если он где-то скопировал у кого-то, так скажем, в путевке за границу Doom. Мне кажется, вполне реально, потому что Думу не требуется видеокарта. Doom полагается очень сильно на Вечерус процессор. 1234. Ему просто нужна Нет, область у памяти, меня нет куда планов на сатлу. стрелять пикселями, и процессор, и чуть-чуть памяти. И все, в принципе. Поэтому Doom и такой очень высокопортабельный. То есть, если у вас есть процессор, память и видеовыход, пожалуйста, на этом будет Doom работать. Ну, у меня тогда, Вик, к тебе вопрос. Все-таки, как так вообще получилось, в принципе? То есть, из ролика, во-первых, мне не очень осталось понятно. То есть, вопросов два. То есть, из ролика 88М неочевидный был момент, как Atari Jaguar, вот, и проект Calico вообще дал пинок для разработки 32X. И второе, как вообще так получилось, что именно вот, ну, как ваш коллектив вот, T32 организовался, то есть, какими такими перипетиями судьбы? То есть, чья идея была изначально? И какие моменты интересно было бы узнать? Кирилл Орлов, Гайд Ваша. Ну то, что Doom объединяет вроде Рамера, еще говорил в свое время. Ну, я бы не сказал, что Doom 2 объединяет, да и Ромеро в этом плане верить дело такое, потому что Ромеро тот еще был интересный затейник, и вообще, в принципе, коллектив id Software того времени это такая интересная банка с пауками, где Кармак тянет на себя, Ромеро тянет на себя, там же еще этот был, как его, Библию Doom-то написал. Господи. Они же там вместе с Ромеро-то ее писали. Там же очень были напряженные отношения до поры до времени. И поэтому то, что потом Doom, конечно, объединял, компьютерные клубы, соревновательный режим, вот это вот все, да, но также можно сказать, что и Dota 2 объединяет какая-нибудь или что-то в этом духе. Понятие Как бы очень это парадоксально не относительное. звучало, ну да. М? Ну, как бы это парадоксально не звучало, но ведь да, Dota объединяет. Как бы вот вам не нравилась Dota 2, это действительно так. Мультиплеерные игры даже в своем таком, казалось бы, разъединяющем, деструктивном моменте, но они действительно объединяют. Это действительно объединение. Да. Тем более все становятся друг другу родственниками, как бы то ни было. Как бы то кому не хотелось. Все друг друга, всех родственников водили в клубы там и так далее. Что греха таить. У меня была шутка, что в доте и так все родственники.
Все знают друг друга, матерей, отцов, да. Вот. О том и речь, в принципе. Стас, а твои комментарии по поводу... Ой, Со свежие моменты, то я тут максимально погружен в то, что я туплю. ну вот, и ощущения свои, мысли свои по поводу всего. Что так М, серьезно молчишь? Я серьезно играю. Стараюсь Глубоко. серьезно меньше тупить. Ну, если устал, говори. Кирилл Орлов Г2Ш. Сейчас я... Панк Винта шутки про мамаш даже на не- этом канале. Последнее, что я ожидал. Да ну, какие в целом, тут шутки, это правда жизни суровая. Нет, ну на самом-то деле я-то все это именно к тому, что мультиплеер всегда в подобных играх, конечно, и объединяет и прочее, но это такая лирика, софистика. Поэтому ладно. Так-то в целом-то, Ну, как-то естественно... игры, они для этого предназначены. Вы пришли там после учебы, после работы, у вас накопился стресс, вы его хотите выпустить, вы там думаете, ну вот я сейчас зайду и вместе с командой поиграю, а моя команда не тянет. И вот весь вот этот накопившийся стресс, включаешь микрофон и пошел. Ты такой, ты сякой, и дальше по списку. И человеку становится легче на душе. Вот, выговорился, все отлично. Вот. Ну, это одно из назначений, получается. Ну да. Мистер Абитем 5114. При портеровании Как бы никто не говорит, что это части хорошо, кода Дума просто были переписаны на такова ассемблер, суровая а правда проект Чалич обратно мультиплеерных переписал их на C. онлайн игр. Ну, почему же это нехорошо? Наоборот, это выход стресса. То есть существуют же такие штуки, как в рекрумы, когда мы приходим и просто с помощью Да. бейсбольной биты рушим вещи. Выход агрессии должен быть, и даже если он... нет, и он в таком виде и существует, это один из способов. Да? Наскик, ну а по поводу того, что ассоциируется со студенческими годами, так как однажды принес эту культовую идеологию в компьютерную аудиторию, не раз там ее перепрошел. Ну вот да, есть такой момент. Самое смешное, что у нас почему-то тоже в школе, например, уважали, опять же, Quake. Кирилл Орлов Не Doom. Г2Ш. Насколько я знаю, в Авроме на разработке то Quake 1, то Quake 2. Рамера не работал и гонял в мультиплеер Doom 2. Плюнул часто Ай, компы и что, клавами что ли, ломал. ключи собирать? Ну, ёк, То Макарёв, есть у ну нас на зачем компах стоял Quake 2, и я там, зная читы пароли, можно было там, когда нам давали побаловаться Если Во что, вс- у меня ключи собраны. Так что во всякое разное, это было прям вот я просто оно. не знаю, куда с ним. Ну, я примерно представляю, Желтую но- дверь надо. Вичляус нужна большая желтая дверь. 1234. Я Вот пропустил кто-то нашел начало. его. Но похоже, это не Я ультиматив понял. версия. Всё. Возвращаемся. Нет, надо вперед было идти. Нет, не сюда. Я понял. Это... Это назад. Вик, мы не стали использовать вот последнюю версию, просто потому что нет, у нас прошу немножко не прощения, хватило времени, Хотя, можно чтобы так, можно все перепроверить, чтобы оно работало. Это сборка фьюженовская, пара месяцев давности. Ну вот сейчас играем вот Resurrection на двоих. То есть самую последнюю просто реально мы уже не стали рисковать. Опять же, нам никто не запрещает в случае чего ее потом скачать, Нет, попробовать и сделать еще один стрим, поиграть уже самую новую. Кирилл Орлов Г2Ш. Стас, а ты на чем играешь? Поэтому здесь Просто, просто именно чтобы за не было стабильность проблем. боялись. Да, у нас тут все уже подготовлено, настроено, и в последний момент подменить одно на второе страшновато было, что вдруг какие-то проблемы будут. Поэтому здесь именно с этой точки зрения, потому что RetroArch все-таки на Steam и RetroArch, который можно сказать отдельно, это же два разных немножко RetroArch, который отдельно скачиваемый, там, пожалуйста, любые ядра, любое все, что хочешь. А в случае Steam там выбор-то ограниченный, поэтому я очень еще обрадовался, что удалось завести на... Как это версия этого эмулятора? Ну, неофициально ретраж, да?
Ну, имеется в виду вот ядро, на котором это Пика Драйв. на пикодрайве, да. То есть, что именно что пикодрайв переварил это все и работает. Именно для того, чтобы у нас была возможность играть через Remote Play. Потому что это мы уже давным-давно испытывали, это работает, поэтому вот именно чтобы совсем уж не провоцировать ситуацию, учитывая, что понадобились все комплектующие для этого, то вот. Да, тут, как оказалось, не так уж много эмуляторов, которые умеют и Sega 32X, и Sega CD одновременно. И причем делать это хорошо. Где-то звук начинает пердеть, где-то еще какие-то, где-то тормоза. В Вичиаус общем, 1234. для меня вот этот вот ретраж с пикодрайвом Потенциально оказалась могли быть такая проблемы удачная из-за 5 комбинация. Я бы не мегабайт сказал, да. что здесь очень удобно управление настраивать, но он хотя бы функциональный. Хотя бы его приятно слушать и смотреть. А это, я считаю, самое главное. Мгм. Ну и Вик, все-таки, если уж тебе удобнее в тексте, а не в голосе, все-таки самый главный-то вопрос. Как у вас вот разработка-то пошла? Все-таки, как так получилось? Как вы к этому всему пришли? Опять же, с какими проблемами столкнулись? Интересно. Да, вот, кстати, за банк-свитчинг я очень... Мне тоже любопытно и интересно, каким способом он, опять же, задействуется. Потому что если он используется во время формирования кадра, ну, это маленечко, я бы сказал, не маленечко, а очень сильная потеря производительности. Туда-сюда банки переключать. Я так полагаю, там какие-то загружаемые данные, достаточно статичные, там лежат, которые используются. Загрузил один раз и забыл про них. Наверное, самый оптимальный подход. Вичиаус 1234. Господи, Для боже, у версии меня Ultimate Delicate сигачить не нужен. Только поддержка SSF Matter. Да. Мгм. Я боюсь, мне нельзя такое ну так- доверять. Ну, в группе-то ты же у нас есть. 1234. Вик, Могу голосом. Только скажите, куда подключиться? Вик, ну мы же говорили, что ты же в группе, ты же сам к нам в группу-то пришел Кирилл в Орлов, Дискорде. Г2Ш. Кстати, пан Квинта, а чем Рамер после ухода из ID занимался? Участвовал ли он еще в разработке каких-нибудь игр? Сейчас расскажу. Вик, ну, в группу ты ж к нам сам зашел, мы ж там переговаривались. Там же есть слева, если чуть-чуть вниз промотать список, там чат, вот ниже чатов есть голосовые каналы. И вот мы в голосовых каналах ни от кого не прячемся, открыто сидим. Вот, пожалуйста, в нашей группе Дискорда заходи. Вот где чат, галерея, видео, лайв-видео. И вот вниже промотайте, там будут голосовые канал, музыка, общение, трансляции, творческий полет. Вот Да. там. Надо на общение тык, Да. и все будет. Потому что самое главное, группу нашли нашу позавчера. Остается там или вчера, да? Остается главное, это к нам в голосе пристыковаться. Вот. Ну и Наски тоже, если хочешь. Опять же, тоже welcome. Опять же, по поводу роликов подобного плана посмотрим. Будет, может быть, что-то подобное, может быть, нет. В любом случае, сейчас ничего никому обещать не будем в этом плане. А упрется все в то, что нам есть пока другие ролики, которыми надо заняться. Quake, опять же. Не только. Есть еще там пара недоделанных заготовок. Вик, у тебя пока все заглушено. И микрофон, и этот самый звук. Но будет контент. Здесь просто получилось, все удачно сложилось. Но так как это ролик получился довольно сложный, то не так легко вот клепать в промышленных масштабах. Всё. Именно Да, это чётенько. буквально сочинение, как я провел лето. Это заняло все мое лето. Мгм. Да. Пока люди жарили шашлычки, я сидел и то снимал, то писал, то собирал в кучу, Жарил видеокарту. бубу. Это было жестко. Так, Вик.
У тебя должно было все заработать. Йоу, привет. Раз. Ага, отвалился. Ладно. Отвалился. Че, вы заплутали? Я не понимаю, что делать и куда идти. Ну, желтый ключ у вас есть. Да, желтым А, ключом вот все синий кот закончится. нашел. Вроде как, нет? Еще нет. Где? А, нет, Да это я просто близко. иногда мигает, Скажи. мигает синий ключ. О, я что-то вижу. Что-то вижу. Давай отсюда. Ромеро чем только не занимался. Он же после того, как ушел из id, он создал Iron Storm вместе с этим вторым товарищем. И они как раз начали заниматься разработкой игр на аутсорс. Но по факту это был такой огромный мыльный пузырь, потому что они не умели разрабатывать игры вот без начальника, который будет их бить палкой по рукам. А могли бы игры делать? Кирилл Орлов Г2Ш. А тут уровни из классического Doom 1. Или что-то новое есть? Тут есть все. Есть первый Doom, второй Doom, опять же, вот сейчас мы играем Resurrection именно вот в том виде, в котором вот он выходил. Тут TNT Mini, тут есть все. Мы просто вот начали как с классики, а так здесь все уровни, все как положено. То есть выбор здесь более чем большой. Опять же, они в этой компании успели сделать там несколько игр. Опять же, Daikatana, которая, опять же, превратилась в такой бесконечный долгострой, что они делали там то на одном движке, то на другом, то на третьем, то на там и Tech 2, то на Quake Engine, там, то и по-всякому. А по факту они деньги просто все просрали, назовем вещи своими именами. Потому что они там какой-то сняли шикарный офис со стеклянным там потолком, кучу всего там понакупили, а там вылезло миллион проблем, и главное, что это было дорого. А так как игры они делали не быстро, то получалось то, что получалось. Что бабки начали кончаться, а игры были, ну, такое себе. А потом все схлопнулось после Daikatana. Вик, формально у тебя все должно быть хорошо. Может, там микрофон, что-то еще, но в канале мы тебя видим. История с Ромеро, она такая показательно печальная. Что в целом-то амбиций было много, но это вот как раз тот самый случай, когда человек не знал свое место. И не знал свое, недооценивал, переоценивал свои возможности. Что если бы вот он был несколько скромнее, то, возможно, сейчас бы чувствовал себя не хуже, чем Карма. А так, как говорил Дарт Вейдер, не задохнитесь в своих амбициях, вот он благополучно в них и задохнулся. Что, в принципе, вот что они сделали в Iron Storm, это Dominion, какая-то игрушка Daikatana, Deus Ex, но опять же, Deus Ex делалось параллельно, и Ромеро к этому имеет очень отношение. Том Холл. Постойте, Deus Ex сделал этот... Блин, я аж настолько хотел сказать, что даже забыл, что. Уоррен Спектр. Уоррен Спектр делал, да. Но делали они это в Iron Storm. То есть это Кармак вообще не имел к этому никакого отношения, кроме того, что они издавали Deus. И то... Бабка надвое сказала, откровенно говоря. Ромеро схантил Уоррена Спектра. Вичиаус 1234. Микрофон Да, как работает. издатель, если я Дискорд правильно его все помню. обрабатывает, а почему не слышно, непонятно. Микрофон работает, Дискорд его обрабатывает. Почему не слышно, непонятно. Так, может быть... Кто хочет занять мое место за геймпадом? 88? То же самое. Ну, как-нибудь подкидывай меня, я не знаю, как вот. Это Так. методом выгоняния людей придется. Так. Я еще маленькую похожу. инструкцию. Так, сейчас, тогда подождите, дайте-ка я... Сейчас мы разберемся с Я этим там самым. в Так, Дискорде маленькую инструкцию по микрофону послал, где так, настройки. Вик сидит с телефона, да? Ёлки-палки. Могут быть сложности. Да, с телефона тут уж я не знаю, как. Оно Телефона, должно да, там вот Там можно... Там, короче, в телефоне, когда микрофон выбираешь, там, по-моему, есть
Именно позиция, что это телефон, его на динамике поменять. Там такая странная штука есть. Она видит сам как телефон, как устройство, и динамика О, как отдельно. что-то щелкнуло, кстати. Вик, что-то щелкнуло вот сейчас. Вот я видел. Какой-то звук проскочил. Попробуй, да, то, что предлагают. Потому что со стационарного-то оно все проще. Я вовлекся в Doom и не услышал, что тут Кирилл Орлов, передряга с Д2Ш. Дискордом на Деусекс. телефоне. А разве Деусекс Так, один меня на слышно? Electronic Arts О, сделали? да, Или да, они да. уже Слышно. ПМ-коровы купили? Привет. Приветствуем. Здравствуйте. Привет. Непонятно, что-то с микрофоном на этом в браузере. То есть он как бы бегунок слышно, что микрофон работает, но очень не видно, а звука почему-то нет. Поэтому пришлось с телефона зайти. Ну, Да, хотя привет. бы так. Ну, уж лучше так, чем никак. Ну да, Мгм. наверное. Рады Так, там был слышать. какой-то вопрос, я помню, про разработку. Чего-то Мгм. был. А я уже не помню какой. Ну, вопрос про, ну, Так. в принципе, вот про разработку. То есть, ну, у меня был главный вопрос, как 32X превратился из Ягуара вот в наработки группы. Ну и второй, вообще, как ваша группа-то появилась? То есть, Ну, история была такая, если прям подробно рассказывать, то когда начался ковид, появилось какое-то свободное время дополнительно. И я просто смотрел всякие видео, посвященные консолям, там, всяким сеговским, не только, и наткнулся на видео про 32X. Их делал такой, ну, ютубер, разработчик Матеус Беус. Ну, такой, скажем так, они коротенькие, достаточно общеобразовательные. И вот я что-то наткнулся на видео. Может ли, там, не помню, Sega CD запустить Doom или что-то такое. Ну, в общем, в таком духе. Мне что-то стало интересно, думаю, о, прикольная штука. А я до этого никогда у меня не было ни Sega CD, ни 32X, ничего такого. В детстве у меня была пиратская Sega, этот Бигман, который еще у нас там. И все. А потом, когда вот где-то первый компьютер персонально у меня появился в 97 году, и уже Quake вышел, соответственно, я в Doom уже не особо не играл, и уже и в Sega тоже потом никаких консолей больше не покупал, ничего. Ну вот. И мне стало интересно, можно ли портировать Quake чисто на 32X. Но я что-то в эту тему погрузился, понял, что нет, этого не получится никогда, потому что, ну, во-первых, всего 256 килобайт памяти, это очень мало. Во-вторых, нету поддержки чисел с плавающей точкой, и как бы все можно... Ну, как бы, чисто теоретически можно в каком-то сильно урезанном уродском варианте это сделать, но практически бессмысленно. И тогда я решил посмотреть, как устроен порт Doom по 32X, использует ли он вообще второй проц. Вот. Посмотрел это в эмуляторе, увидел, что не использует, и решил попробовать что-нибудь свое сделать. Ну, хотя бы, может быть, добавить поддержку мультитрейдинга в уже тот порт, который уже был. Поэтому, собственно говоря, я вышел на Кармака в Твиттере, спросил, есть ли эти исходники вообще где-нибудь. А когда их не оказалось, ну, ближайшим аналогом оказался вот Калика порт версии Ягуара на PC. Соответственно, я взял его, и где-то через 3 дня при помощи вот этого DevKit, который когда-то сделал Чили Уилли, это, наверное, единственный специалист на планете, который разбирается в 32X, скажем так. Короче, я склеил как бы порт PC ягуаровской версии и DevKit Chili Willy, и где-то через 3 дня у меня, в принципе, уже была более-менее рабочая версия, хоть и без звука, там, без музыки. Но, в принципе, играть можно уже было. Угу. Мощно. Тогда вопрос сразу второй. Все, что было в ролике сказано, ну, нигде каких-то нету
Ну, то есть нигде мы не ошиблись, нигде ничего такого. Насколько мы приврали. Да. Ну, не особо, вроде не особо приврали, да. Единственное, что, ну, в принципе, если говорить про как команду, так как таковой ее, наверное, прям вот нет. То есть, ну, не знаю, 95% программирования делаю я, как бы контроль качества, там есть как бы, ну, люди, скажем так, которые тоже в Дискорде там что-то помогают, тестируют и там, ну, проверяют какие-то отдельные нюансы, но там Чили Уилли написал драйвер музыки и всякие вот низкоуровневые аппаратные штуки, там, ну, там загрузчик, бутлоудер, там какие-то обработчики прерываний, но это еще как бы основано на его старом коде, который он использовал для порта Wolfenstein. Есть так называемый Wolf 32X, который там лет 10 назад уже, наверное, вышел. И в принципе все. Ну, то есть, грубо говоря, там вот если так по строчкам кода смотреть и, наверное, по времени, то это где-то, там, не знаю, 5%, наверное. Музыку все сделал еще до того, как проект этот появился, грубо говоря, как конкретно по 32X Spoonie Bard. Отдельно просто ему нравилось этим заниматься, он портировал все треки под чип звуковой Мегадрайва. Мгм. Соответственно, уже просто музыка готовая была. Ну, так, еще, ну, какие-то мелкие контрибуции были от, скажем так, случайных людей, по большому счету. Единственное, что еще для версии Fusion, которую мы делали, там вот постарался, помог еще тоже Mittens. Мы с ним вдвоем портировали, по большому счету, все карты с нуля. Мгм. Ну, то есть, да, по большому счету я делаю как бы и карты портирую, и всякие алгоритмы придумываю, и контроль качества на мне, и упаковка, и релизы, и сопровождение, и все. Это гигантская работа. Это так на словах звучит все просто, но это гигантская работа. Я вот себе это не представляю, по крайней мере. Ну, мне не впервые, потому что когда-то, там уже лет 10, наверное, прошло, у меня был похожий проект Warsaw, такой шутер киберспортивным уклоном на основе Quake. Вот, и, в принципе, я как бы движки id Software ковыряю где-то там с конца 90-х, поэтому, в принципе, мне их как бы, ну, скажем так, подход общий к разработке знаком. Паттерны вот эти вот, которые Кармак тот же применял, ну, в принципе, мне известны. Поэтому погрузиться было достаточно просто. Хотя, говорю, повторюсь, я в Doom даже особо-то не играл в свое время, когда он вышел. Так, Вот такая же и история. иногда. Мы опоздали с Думом маленько. Ну, вот я тоже, да. Единственное, что еще как бы в свое время, когда только был, я уже не помню, по-моему, нет, еще не выходили исходники первого Quake, только вот Quake C, которые, ну, позволяющие моды делать. Я тогда сконтачился с одним нашим тоже товарищем в интернете, который делал Doom мод для Quake. Ну, то есть воспроизводил как бы геймплей, оружие, там, все как бы по максимуму. Вот. И тогда мне приходилось тоже как-то разбираться, что там, как оно выглядит. Но это так было. Проект достаточно быстро заглох, и вот он долго лежал у меня на жестком диске, только вот лет 5 назад я, наконец, случайно удалил все, чем жалею. Мгм. А что касается там Fusion, ну, как бы CD-версия, она такая была уже просто, скажем так, как это, попыткой понять вообще, что можно выжать из этого оборудования, вот, оставаясь в разумных, ну, как бы в разумных пределах, не пытаясь там использовать этот ASIC, который бесполезен на самом деле. Ну, то есть вот это вот то, что на Sega CD есть специальный чип, который позволяет якобы там
всякие эффекты делать, типа скейлинга, ротации, но на самом деле там все время очень просто много вопросов. О, давайте там, типа, что вы не используете ASIC? На самом деле он абсолютно, я думаю, бессмыслен. И получилось вот как бы, что кроме как использовать вот этот Motorola вторую для звука и CD для хранилища, в общем-то, больше особо и не выжить из него. Но это было прям, наверное, не знаю, полгода разработки ушло только на то, чтобы сделать стриминг музыки и видео. Заставку. Она, то есть, на которой идет там, ты не знаю, сколько она мне, 15 секунд, эти 15, чтобы их показать, было потрачено, не знаю, 15 недель, наверное. А вот Мы тут тоже вопрос, небольшой а почему стриминг заставка видео была сделали, именно из но Дума 3? Ну что? она Прошу, современная прошу. же. Но он взят из, по-моему, откуда? Из Team Arena, на смысле, память не изменяет. Откуда-то оттуда, из Quake, да. Но как бы сам, если говорить про кодек, то кодек написал в свое время Грэм Дивайн для игр квестовых. Это 11th Hour и The Seventh Guest. То есть это еще были тоже кодек, рассчитанный на стриминг с односкоростных CD-ромов досовских, еще в времена DOS, по-моему. А потом, когда Грэм ушел в id Software во времена третьего Quake'а, он как раз кодек с собой прихватил туда, эти заставки как бы и можно было переиспользовать без особого перекодирования, хотя все равно пришлось подтюнить. Но тут как бы основная проблема была, чтобы это вообще в принципе работало. То есть это как бы, если подробности рассказывать, там будут кровь, кишки и очень много. Кишки архитектуры. Да, и там буфер на буфере, там очень все это организовано нетривиально, и какие-то приходилось писать слепую, потому что особо отладчика нет. 88 уже слышно То есть стало. там что-то не работает, что-то повисло, и все, как бы сиди, угадывай, что там не так. Перезапуская, опять несколько минут на каждую попытку уходило. Там, у меня есть фотка, где там у меня весь стол, там, не знаю, половина пола усеяна болванками, которые приходилось поджигать, чтобы проверить, что это не работает. А CDR как бы нельзя повторно ничего на него особо записать, чтобы это еще и Sega выделило. Поэтому там это выкидывалось просто. То есть Ну да, как бы спортивный интерес чисто. А что касается, кстати, был комментарий по поводу маппера. На самом деле маппер достаточно быстро работает. По крайней мере, предыдущие версии Resurrection, которые были, они на лету тоже гоняли. То есть для переключения спрайтов, по-моему, частично уровней тоже. Это занимает какие-то там микросекунды, поэтому ничего страшного. Но удалось просто в версии 3, да, по-моему, ужать игру на 1 мегабайт и вообще отказаться от использования маппера. Поэтому вот если версия 3.2, по-моему, и там был 5 мегабайт ROM, то 3.3 он сейчас 4 мегабайта без потери как бы содержимого вообще. Но освободившийся 1 мегабайт позволил сделать вот эту вот Ultimate-версию, в которой больше текстур и уровни более приближенные к оригиналам. То есть вот это, то, что сейчас вы гоняете, это, в принципе, порт как бы уровней из Jaguar версии, урезанные сильно. ну, это намного лучше, чем то, что было. Ну, тут не поспоришь, да. Там, они на самом деле практически идентичны, кроме третьего эпизода, который есть в Jaguar версии. Так, в принципе, версии 32X и Jaguar идентичны в плане текстуры и уровней. Ну, по-моему, у Jaguar и 32X немного разное разрешение, может быть. Разрешение, да, на там, не помню, сколько там, на четверть, по-моему, да, отличается, но я имею в виду сами уровни и в плане геометрии и количества текстур, которые там присутствуют. Тогда.
Ну, в принципе, еще, ну, в Jaguar версии нету этих спектров, ну, призраков. Они есть. Которые поджигают. Ух, гадкие ребята. Нет, которые прозрачные вот эти. В версии А, 32X их не было, в Jaguar я не помню, по-моему, тоже не было. м. Да, не было, не было. Ну а перспективы какие на будущее? Ой, перспективы, ну вот, 5 недель назад вышла версия Ultimate, в принципе, это один из, как бы, был, ну, таких коротких планов, да, на ближайшее будущее, скажем так. Чтобы, ну, у людей, которых, грубо говоря, нет Sega CD, чтобы они могли играть в улучшенную версию без, ну, без особых проблем. Сейчас она есть, и, в принципе, на самом деле, я думаю, что уже больше туда ничего не запихнешь особо. То, что там осталось свободных там несколько килобайт, и куда уже не денешься. А что касается Fusion версии, то я начал портировать остатки карт TNT. Где-то дошел, по-моему, до 15-го, что ли, уровня, и все, и уже у меня на этом меня иссяк уже запал. Пока посмотрим, не знаю. X666. А на самом деле, там чем дальше продвигаешься, Хватило тем бы мочи менее запустить играбельными они оригинальный становятся, дом. потому Архитектура что уже движка достаточно на 32, тяжелые несовместима же с уровни ПК в плане от файлами геометрии, или в хаками, или плане в теории можно такое количества устроить, чтобы потом делать Doom с кастомными вадами. монстров на уровне предметов. Соответственно, они все как бы едят и память, и требуют больше процессорного времени на обработку, и там уже как бы даже играть-то не особо приятно становится. Поэтому, не знаю, посмотрим. Ну, кстати, может быть, еще владельцы 32X захотели бы видеть второй Doom, ну, как отдельный картридж. То есть не обязательно толкать все в один картридж, например. Есть там картридж с первым Doom, есть там картридж со вторым Doom, и есть картридж там с DLC-шками. Ну, со вторым Думом тут история такая, что если его получится сделать в виде картриджа, чисто теоретически, все равно это будет история эксклюзивная только для эмуляторов и, там, не знаю, этого Everdrive, наверное, потому что в 5 мегабайт точно не получится запихнуть, соответственно, это будет, там, Что вы не знаю, думаете о порте по моим SRB2 на прикидкам 32X? 7-8 мегабайт, скорее всего. И, ну, там много новых текстур, во-первых, уровней больше, плюс, допустим, если, опять же, делать версию для картриджа, хотелось бы тогда и арчфайла засунуть, и Paint Elemental, а это еще больше места требует. Там один арчфайл, у него очень много фреймов анимации, там, не знаю, на мегабайт, наверное, еще только вот его засунуть. Плюс звуки, а звуки уже тоже некуда пихать, поэтому придется написать драйвер, видимо, под двухбитный звук с нуля. И причем писать его придется и для 32X, и для Sega CD, потому что Doom, Resurrection и Ultimate, они умеют использовать Sega CD для обработки звука, даже если, ну, как бы CD туда не вставлен, да, но просто подсоединен и запускается 3 Resurrection, то он видит, что в опциях в драйвере аудиодрайвер появляется дополнительно CD. И тогда это позволяет экономить ресурсы самого 32X. Но для этого требуется свободная память на Sega CD, и вот уже звуки там Artfile и Paint Elemental уже просто. Да, это Поэтому... целая свора новых проблем. Да, то есть, да, для того, чтобы вот это сделать А, то есть, чтобы сделать Б, надо сделать А то еще и кучу других пунктов. Это как это называется? Як-шейвинг. Ну, да, может, овчинка выделки и не стоит. Лучше уж покупайте Sega CD и не выделывайтесь, господа. Ну, да, с одной стороны. С другой стороны, есть возможность сделать того же арчфайла. Арчфайл нету ни на одном консольном порте в текущем варианте. Потому что Bank Switching как раз позволяет его добавить нормально. Тут вопросы зрительного зала есть. Про Roboblast?
Ну, про Робобласт тоже, да. Ну, вот у 666 и у Мистер Не, Терабит. не хватило бы. Ну, как бы, что значит мощей? Ну, как бы взять оригинальные ресурсы, ну, чисто теоретически можно было бы, но пришлось бы чем-то пожертвовать. Точно, пришлось бы пожертвовать, скорее всего, временем загрузки, потому что оно бы пришлось бы уходило на конвертацию. Плюс у 32X же проблема именно, основная проблема это не скорость даже процессора, а именно память. У вас всего 256 килобайт памяти, и вам надо запихнуть туда все. Соответственно, чтобы этого избежать, картридж служит в качестве, грубо говоря, такого кэша, который позволяет в оптимизированном виде хранить информацию, которую 32X может готово использовать. Соответственно, если взять уровни, ну, как бы ресурсы от оригинального Doom без процессинга для 32X, то нужно учитывать, что все это должно, вот загруженное в память, должно вместиться в 256 килобайт. То есть уровни будут там состоять из, там, не знаю, пары комнат, грубо говоря. Вот так вот. Именно вот специальные форматы, которые разработаны для 32X, позволяют экономить и ресурсы, и время. То есть, грубо говоря, текстуры и там спрайты читаются непосредственно с картриджа. А для этого нужен специальный формат. Хотя на самом деле, чтобы это быстро работало, пришлось сделать еще кэш текстур именно в оперативной памяти, потому что доступ к картриджу где-то на, ну, условно говоря, на порядок медленнее, чем к оперативной памяти. Поэтому, если есть свободная оперативная память, то игра кэширует в ней текстуры, чтобы быстро потом можно было рендеринг делать. А если, грубо говоря, вся память занята уровнем, монстрами, спрайтами и всем остальным, то как бы уже не получится ничего. Ну, будет это очень медленно тогда. А какой-нибудь кибердемон вообще просто в оперативную память не влезет. В принципе. Да, сложно. Поэтому ответ как бы нет, но есть нюанс. Ну, а по Робобласту? Грубо говоря, на самом деле, вот это вот картридж как бы в версии, которая для CD, вот это вот Fusion, да, это картридж, по большому счету, это такой кэш большой. На нем лежат данные, все, которые можно переиспользовать без уровней. То есть там максимальное количество текстур, спрайты, всякие вот статус-бары, менюшки, вот это вот все. Все остальное можно, в принципе, грузить в оперативную память. И то приходится чем-то жертвовать. То есть, там, условно говоря, уровни там как-то оптимизировать. Ну, там много всяких изобретений пришлось придумать. То есть даже, в принципе, спрайты хранятся таким образом, чтобы экономить место по максимуму. Там, вплоть до того, что они там в Atlas составляются, то есть, условно говоря, там есть анимации какого-нибудь спрайта, да, там, а в Doom спрайты хранятся по колонкам. Не построчно, а именно по колонкам. И, допустим, у вас есть колонка, которая повторяется в разных спрайтах. Ну, например, там, не знаю, кибердемон, он там шагает, и у него там часть одинакова от фрейма к фрейму. Вот игра так упаковывается, чтобы экономить даже вот эти повторяющиеся строки, ну, точнее, столбцы. И это экономит, там, не знаю, условно говоря, полмегабайта. А полмегабайта — это куча дополнительных текстур, там, которых бы просто не было иначе в игре. Раньше эти мне мегабайты, я переверну мир, а сейчас 100 гигабайт игру толковую сделать не могут. Типа того. Ну, кстати говоря, в версии Fusion на самом деле WAT-файлы, которые хранятся на CD, они пока совместимы как раз для того, чтобы можно было просто делать дополнительный уровень самому. То есть
как бы делаешь WAT-файл обычный, там, не знаю, в Slade или где-нибудь в этом, в UDB, пишешь на болванку, загружаешь и можешь играть. Ребята мододелы, кто делает моды для Doom? Как бы для вас открыта новая земля. Ну, практически, Вот, да. может. Да, новый материк открыт. Приглашаем вас к золотой лихорадке. Вот. Надо делать моды. Ну, там какой-то на Doom World товарищ пытался что-то сделать, да, по-моему, Repent, что ли, называется. Что-то такое. Он там Sigil пытался портировать, но Sigil, кстати, это вообще какая-то нереальная история, то есть вот прям очень сильно придется резать. Там Ромеро прям упоролся с определенными деталями уровней, и это прям очень сильно утяжеляет их. Ну, а по Робобласту какие мысли? С ребятами из Робобласта я, в принципе, общаюсь. У нас в Дискорде они тоже висят, у них там своя комната, вот, свой канал. Ну, так они обсуждаем что-то периодически, возможные какие-то технические нюансы. Задают вопросы, или я им там что-нибудь предлагаю. То есть я, в принципе, скажем так, закулисной информацией некой обладаю, но не слишком даюсь в их разработку, потому что у них там свои какие-то заморочки очень сильно связанные с какими-то техническими вопросами, которые мне не очень хочется на них время тратить. Условно, там, не знаю, небо отрисовывают они иначе, там, на Мегадрайве, на самом деле. Ну, для меня это не подходит, и, допустим, они там что-то это начинают обсуждают, я как бы отключаюсь просто в этот момент. Но так жалко, что не получается больше выжать производительности, потому что мне кажется, что это прям сильно сказывается на играбельности конкретно Робобласта. Все-таки Sonic такая игра, которая должна своей скоростью движения именно поражать, да, ну как-то не получается тут, мне кажется. Не, сам проект крутой, но вот насколько он оправдан именно с точки зрения геймплея, вопрос спорный. Ну, вы уже проделали работу больше, чем вся компания Sega, бля. Ну, это все-таки заслуга больше вот Сексмана и SSN Tales, два вот разработчика. Саксман, причем такой он очень заслуженный товарищ еще, сделал вот всего он, один по-моему, уровень, но меня чуть ли обосрали не инфо, основоположник потому что с хакинга именно 1993 года Соника, все Ром Хаков. накушались, видимо, и мой уровень смотрелся очень Он, кстати, в свое время, по-моему, Это не написал 4 утилиту, стенки с которая монстрами. конвертировала как раз уровни ват-файлы в формат 32x. Можно было ром-хаки делать самому для именно утилита. Не помню, как она называлась, но, в общем, по-моему, Саксман что-то там, конвертер какой-то. Вот. И вдруг он, вот, значит, его долго не было, и вдруг он вернулся только для того, чтобы этим робобластом заняться. Ну, приятно даже в какой-то степени, что это каких-то мастодонтов привлекает проект. Так. Фили Уилли, кстати, есть интервью, видео вот на канале Retro RGB, по-моему, пару лет назад он выходил. Очень интересный тоже товарищ, такой олдскульный разработчик. Американец, но вот мы с ним последние вот эти, там, сколько лет, 3-4 года регулярно общаемся, там, тысячи писем. Если бы не он, конечно, ничего бы не было, в принципе. Кстати, возможно, мы как-нибудь с ним вернемся к тому, чтобы обновить порт Wolfenstein для 32X, потому что с тех пор, как вот он вышел, мы много чего нового узнали, как лучше оптимизировать, как лучше что-то хранить, условно говоря, на 32X, и там какие-то баги пофиксили.
Поэтому, возможно, стоит его еще раз проаудировать. Потому что, в принципе, я не помню, по-моему, он идет 15 или 20 FPS. Мне кажется, что там можно в основном даже до 30 дойти. Но это надо посидеть, поразрабатывать его еще немножко. Так, в принципе, я думаю, что как бы и на 32X лишних игр быть не может. Ну да, их и так мало, как в Красную книгу занесены каждая игра там. Ну, в общем, да, так и есть. Ну, я говорю, у меня вот, допустим, 32X не было, и даже когда я начал делать Resurrection, у меня, в принципе, его не было, я на эмуляторе все делал. Потом уже он появился. Вот. Потом уже там Sega CD появился, и вот сейчас у меня как бы вот этот комбайн стоит. Но уже вот поскольку Fusion особо не занимаюсь, то вот он так пылится в основном. А какой ревизии? Второй, сам 32X, там, который, вот, я не помню, у него 84 тысячи A. Ну, вот, короче, там их две в ревизии, по-моему, есть. С A на конце и без нее. Вот у меня который A. Угу. Вроде какой-то пофикшенный вариант. Но я, честно говоря, никто толком не знает, что там было исправлено. Но приятно осознавать, что вроде как багов меньше должно быть. Ну вот да, то есть у меня не Tower of Power, который, а именно Battleship, так называемый. Ну, кстати, да, Sega CD та еще тоже история, что вот барахлить начал в какой-то момент, там что-то там пришлось лазер подкручивать, там резистор. Ну, вроде лучше стал работать, но по идее это, наверное... Насколько я понимаю, это увеличивает мощность лазера работы, и, соответственно, это еще быстрее он будет изнашиваться. Ну, поэтому я так сейчас редко запускаю, только что-то проверить, может быть. Я прошу прощения, что прерываю. Я просто вынужден откланяться, к сожалению. Было очень интересно, спасибо большое. Спасибо, что позвали поучаствовать. Хорошего вам стрима, ребят. Я помню, спасибо. Счастливо. Пока-пока. Стас, может, у тебя какой-нибудь там вопросик есть? А то... Типа это Мистер данит, но... Абитен 5114. А так, каково Я ваше вижу мнение вопрос, об есть аддоне каково мнение об 32X? аддоне 32X. Угу. Общее, ну... Спорный, как бы, такой момент. В принципе, как программисту мне нравится с ним работать, потому что он простой, как... Ну, то есть, если, грубо говоря, ты перешагнул через этап инициализации самого аппаратной части самой, то писать для него очень просто. И это ничем не отличается от программирования, условно говоря, под Windows или DOS. Без использования всяких API-шек типа там OpenGL или DirectX. То есть у тебя есть как бы фреймбуфер, ты в него пишешь байтики, свои пиксели, синхронизируешь, то есть для тебя уже даже реализована аппаратная синхронизация с вертикальной разверткой. И все, как бы, все работает. Ну да, как бы, если у тебя 2%, то ты как бы этих Hitachi SH2, то надо как-то там озаботиться тем, чтобы они друг другу там на пятки не наступали. Но опять же, если ты владеешь мультипоточным программированием, это нет ничего такого какой-то черной магии. Просто в начале 90-х мало кто умел с этим работать. Поэтому зачастую игры просто не использовали второй процесс ни для чего. Ну, кроме, может быть, там даже, не знаю, и звуки-то редко проигрывали. А так, из криминальных каких-то моментов могу отметить только малое количество оперативной памяти. Sega просто прагматилась с памятью и с тем, чтобы добавить дополнительные 2 линии адресации на 32X, чтобы можно было использовать не
чтобы не быть ограниченным 4-мегабайтным размером рома. Сейчас потому что приходится вот мапперы использовать, даже если хочешь. То есть сам просто может дофига памяти адресовать, но где ее взять? Вот, так, ну, нормально для своего времени, это, скажем так, я бы оценил это как, 386-й проц, какой-нибудь там DX, да, там, что там, 66 DX, что-нибудь такое. Но основная, как бы, проблема — это память. А по тем временам, в принципе, он сколько стоил? Я не помню, 32X, $150, 200, по-моему, когда он... по-моему, 200, 250 или да? 200. Ну вот, грубо говоря, 386 стоил дороже, мне кажется. В принципе, даже, может быть, какая-нибудь младшая модель 486 была бы сравнима. Ну, хотя, нет, наверное, ближе 386, потому что 16-битная шина, да, у нас и там была бы. Вот, наверное, так. Грубо говоря, если использовать Mega Drive как звуковую карту, то, в общем, как бы у нас получается практически ПК того времени. То есть у вас есть звуковая карта, на ней есть порт для геймпада, это Mega Drive, и как бы 32-битный проц, даже не один. А, 150. 159. США. Как всегда, 159,99, да? Сокольганов. Вы чего? В мультиплеере на 32X аддоне на реальных железках. Вы продали машину? Нет, у нас таких деньжищ нету. Мы, опять же, в видео же говорили, что есть сборочка с эмулятором, можно сесть с друзьями, поиграть. Как бы сделали максимального для тех, кто не хочет в этом вот разбираться, настраивать. Так называется комплект «Сел и поехал». Мгм. Вот. Уж как бы мы, конечно же, рекомендуем пройти, курс молодого бойца, собрать свой собственный ром, скажем так. Это дело тоже непростое, в этом надо разобраться. Но, в принципе, вы можете и свою версию собрать. Главное, иметь все нужные файлы и чуть-чуть маленько в терминале поработать. Ну, кстати, терминал, я даже Сокольганов. не знаю, Я зачем только терминал в данном подключился. случае. Извините. Не знаю. Там же некоторые патчер, или он гуишный патчер, который там... Ну вот я даже использую забыл, как он. Дельта патчер, он гуишный. Мне вот пришлось я линуксовыми инструментами собирал эту поделку и, да, тогда да. пришлось Ну вот. немножечко повыделываться, но да, вам нужны правильные инструменты, и можно весь суповой набор превратить в готовую вот как раз игру. Просто процесс немножечко необычный. Просто человек с дивана так вот, разобраться сложно. Нам надо как бы проще. Люди простые, надо проще. Меня вот удивило недавно, что какой-то вот товарищ на YouTube оставил комментарий, что он купил версию Doom 1+2 в Steam только для того, чтобы поиграть в Resurrection. Я удивился, что мы по-прежнему продаем копии Doom для ZeniMax, Microsoft и всех остальных. Мистер Абитем Там Bethesda сейчас 5114. начальники, Как да, я же? понимаю. Ну, их уже CD купили же, 32X по-моему, не кто-то работает Microsoft на купил. эмуляторе Lego Fusion. Ёлки-палки, так вас надо в Microsoft, чтоб все порядок там навели, елки-палки, а то они там совсем обалдели. ДРМы пихают в Doom и прочей всякой нелепостью занимаются. Да, в марте 21-го Microsoft купил Bethesda, точнее, купил ZeniMax, а ZeniMax владеет Bethesda, и Bethesda владеет играми. Да. Ох. Пищевая цепочка какая получается. Мгм. Ну, мы монополизировали все, в принципе, в итоге, на большом счету. Там осталось сколько там, 2-3 компании, которые всем владеют. Всеми студиями, всеми паблишерами.
Ну, кстати, что касается сплитскрина, то я его сделал, наверное, буквально за день. То есть, ну, как бы первый рабочий вариант вообще, наверное, минут за 15 получился. Я даже удивился сам, когда он так легко вышел. Я думаю, будет больше как бы проблем, он будет не особо играбельным, но в итоге получилось даже нормально. Да вот как это все Не иронично знаю. слушать, учитывая, что такой больше любитель, чем профессионал, берет леску, берет, пускай даже иногда кустарное оборудование, и тем не менее разобравшись, может спокойно делать и говорит, да, Путин, 3 секунды, там немножко дров и суп готов. Ну, Сокольган. типа, Помню, как взял и пытался сделал. записать демку Overdrive 2 на картридж Super Ну, Straight Fighter я 2. все-таки как бы Эрделин не совсем любитель, я Тут будет программист, ну, как бы я этим живу и зарабатываю, то есть ну, я понимаю, что делаю в основном. И все-таки играми занимался, ну да, я не работаю в игровой индустрии, но где-то в свободное время все время этим так или иначе занимался. Наверное, человеку совсем без опыта это было бы невозможно. То есть да, но я могу Понятно. разобраться в инструментах, в коде и так далее. Да, сейчас программирование современное выглядит ну, совершенно иначе. Не так, как вот именно то, что вот сейчас делаем. Сейчас для людей вообще указатели дикость. Какие могут быть указатели? Какая может быть там память? Какие биты? Куда их двигать? Что такое? Мистер Ну да, Авитен наверное. Но, в 5114. принципе, это Кстати, а вы мало знали, кому что нужно, на хотя свете на не самом деле это существует те люди, порта которые дома непосредственно у Windows занимаются, там, не знаю, драйверами. То есть, ну, драйвер все равно надо писать, правильно? Ну да, низкоуровневые все эти дела. Это надо и паяльником владеть, и кодить, и понимать, что ты делаешь. Ну, паяльником там можно бит и не зажег? владеть. Но, да, но понимать вот как раз биты, регистры, там, не знаю, что-то и на ассемблере писать. Вот, кстати, да, я тоже когда начинал, у меня была установка, что я не буду изучать ассемблер Hitachi от этого SH2. Ну, в итоге все равно пришлось. Ну, да, где-то срезать можно, где-то там свою библиотечку подписать, где-то там чуть-чуть быстрее перемножение там с двигами поделать. Ну да. Но вот на самом деле меня очень приятно удивил этот язык. По сравнению с каким-нибудь x86 намного более лаконичный. Но он потому что все-таки это не CISC, а RISC процессор, соответственно, там не знаю. Единица, двойка, тройка, тройка, двойка, единица. Проверка колоколов громкого боя, линии корабельной трансляции, средств внутренней связи. О замечаниях доложить хуй пойми куда. Ворвался. Красный. Да. Сейчас, через пару минут приду. Секунду. Ну, я не знаю, я от себя еще, может, вопрос хотел спросить. Ну, я так, можно сказать, пролистывал на гитхабе код, смотрел одним глазком и тоже в сеге поковыриваюсь. Косинского заметил я компрессор. Как бы такой, наверное, хороший баланс между скоростью и сжатием. Ну, вот, он один там вроде присутствует? Или какие вот Сокольган. вообще компрессоры Интересно, использовались? что И можно выжать из современного ПК, какие если есть не поэффективнее, пользоваться может OS и быть, писать что-нибудь? Ну, про сверхоптимизированный компрессию движок на интересно ассемблере? тоже послушать, как там с этим дело обстоит. Я вижу, там был вопрос еще не работает, что Doom CD32X не работает на Kega Fusion, да, не работает, или, ну, не знаю, нет, не работает. Да, это, ну, ограничение самого эмулятора, тут, к сожалению, ничего не сделаешь. Но я для разработки использовал RS. Это единственное. Ну, он современный, тяжелый, но как бы выбора особо в данном случае нет. Что касается компрессоров, ну, Косинский, на самом деле, его недавно, в общем-то, это как-то не изложили. Во-первых, это так или иначе, все вот эти алгоритмы из того времени, это варианты все
алгоритма вот Лем Пельзив, который ищет цепочки повторяющихся символов и заменяет их на, грубо говоря, индексы в словаре. Что-то сожмет, что-то не сожмет. Да, если повторы есть, он хорошо сожмет. Ну, как бы энтропию уменьшает. А на самом деле Косинский недавно была какая-то новость, что это фамилия разработчика, и когда впервые, значит, на этот алгоритм обратили внимание хакеры, они назвали его Косинский. А сам Косинский недавно выяснил, что его хихикал по этому поводу, потому что на самом деле это какой-то совершенно стандартный алгоритм, он называется LEM-PLZIF-EXE, по-моему. И его еще использовали для DOS, и начиная там с конца 80-х. В общем, как бы имя Косинский пора упразднять. И Косинский там на самом деле вот конкретно в Doom используется только для того, чтобы загрузить BIOS на Sega CD, больше ни для чего. А сами уровни, они еще кармаком были для порта 32X пожаты тоже лемперзивом тем же, с 4-килобайтным окном. И этот же формат я использую, продолжаю использовать там, где можно и где нельзя, в принципе. То есть можно в ват-файле в имени, там, грубо говоря, взвести последний битик старший в имени. Такая конвенция, скажем так. Если он взведен, это означает, что вот этот ламп, да, участок, он пожат вот этим LVSS. Вот я так и продолжаю где-то какие-то ресурсы сжимать. То есть там уровни, эти лампы отдельные, какие-то, может быть, графику для менюшек, которая редко используется, потому что на лету распаковывать ее тяжеловато для процессора. А так, вот еще приходилось изобретать всякие алгоритмы, это как бы тоже сжатие, можно считать, именно для упаковки спрайтов. Вот я говорил то, что повторяющиеся элементы убирать, делать, ставить на них ссылки, там всякие хитрые. То есть упаковщик спрайтов там очень сложный, на самом деле, на питоне пришлось писать, который там максимально старается место экономить, но без использования именно каких-то скажем так, алгоритмов с потерями или которые тяжелые для распаковки. Да. Вот очень интересно. Я очень приятно удивился, увидел Косинского, но окей, что-то я подумал, как-то не по зубам им такая работенка, но да, тут все теперь ясненько. В смысле не по зубам? Например, если мы что-то больше, чем 64 килобайта, это же все с Соника 2 пошло, что берут Косинского, там заворачивают всякие Мистер Обита мапы, 5114. сеты, Объективная и реальность. Думаю, невозможно рассчитывают на прервать на распаковку, снес. окно Рады Линдон. 64 Ага, болел. килобайта Ну и по бредятина. оперативной памяти, как раз Genesis. Да, на самом деле 64, мне кажется, нереально использовать, потому что какое-то место нужно и для самого кода, Да. который там исполняется. Там, наверное, я думаю, поменьше должно быть окно. Но да, можно использовать и больше окно, на самом деле. Никто не мешает в LEM-PLZ больше окна, не 4 килобайта, что-то там, не знаю, любое окно. Просто тогда нужно... Кстати, я вспомнил, что еще вариант, да, как раз LEM-PLZ с большим окном используется для музыки. Потому что вот эти вот VGM-файлы, они сами здоровые, которые Spooning Bard сделал. Сам формат как бы не подразумевает экономии. Поэтому я когда только еще первой версии пытался делать, приходилось использовать этот LVSS, увеличивать окна. Там, по-моему, сейчас я использую 32 килобайта, и распаковкой занимается Motorola это 68К на Мегадрайве, на лету. То есть ему надо там в Z80, да, то есть данные передаются в Z80,
а распаковывает их Motorola там блоками по 512 байт. Офигеть. Вот это, конечно, это... Конвейер работяг прям это стоят. Один шинкует, другой режет, третий распаковывает, четвертый играет. Клево. Ну да, все ради экономии, потому что там условно, например, по-моему, на E1M7 там такая медленная композиция, ну и повторы начинаются через достаточно длительные интервалы времени. Соответственно, 4-килобайтный блок не успевал захватить вот эти вот повторы. И 4-килобайтное окно. И нераспакованный файл весил что-то типа, я не помню, 300 килобайт, что ли. Ну, в общем, что-то такое. А с 32 окном килобайтным он весит там 30 килобайт. Ну, как бы экономия в там 200 килобайт рома, она очень такая существенная. Да, это много. Это как почти 2 раза по спектруму, по 128-му. Ну да, кстати, да, звуки тоже пожаты. В оригинале Doom же использует 8-битный звук, не пожатый RAW, как бы RAW PCM, ну, грубо говоря, WAV-файлы условно. Опять же, они тогда бы весили где-то, я не помню, 600, что ли, килобайт суммарно, примерно. Опять слишком много получается, жирно. Поэтому пришлось написать драйвер вот, в WAV формат ADPCM и DPCM, адаптивная пульс-модуляция. Ну, это такой достаточно старый формат, известный, широко распространенный, он 4-битный звук поддерживает. Соответственно, все звуки ужаты в 2 раза. А потом пришлось еще написать такой же драйвер для Sega CD, чтобы она могла тоже его распаковывать. Потому что звуки в памяти хранятся тоже сжатыми, то есть они распаковываются непосредственно во время микширования. Мощно. То есть на самом деле пожато все, кроме, наверное, текстур. Хотя в Ultimate версии пришлось даже их местами пожать. Но они распаковываются заранее в памяти, то есть не на лету уже, не во время рисования, потому что это было слишком тяжело. Да, тут малейшее отвлечение на что-то, и игрок это заметит. Как бы нельзя такую магию игры прерывать. Ну, да, хотя, опять же, во Fusion версии для вот как вот это тоже, наверное, можно назвать видом сжатия, сделали композитные текстуры, то есть, ну, например, там вот какие-нибудь кнопки, и там есть вот гаргульи, которые там, они как бы, грубо говоря, нашлепаны поверх стандартных текстур. Да, там вот, если сейчас дверь открыть, да, вот она красный кирпич, на ней черепок в виде кнопки. В оригинале в версии 32X и Jaguar это были разные текстуры. Ну и, в принципе, в PlayStation, во всех Saturn также. Есть отдельно как бы версия кирпича без кнопки, есть версия кирпича с кнопкой. Там размером они, по-моему, 128 на 32, это, там, не помню, 16 килобайт. Как бы вот, грубо говоря, ради вот этого черепка, да, который занимает 25% места, ну, по факту, приходится хранить 2 раза копии одного и того же. Пришлось как бы изобрести, грубо говоря, переизобрести, как в Doom, вот эти композитные текстуры, когда есть фон, да, и на него можно что-то еще сверху наложить. И версия Fusion, она как раз вот эти вот такие кнопки рисует слоями, но кэширует их потом еще, то есть там хранить в памяти какое-то время, чтобы можно было не делать это каждый фрейм. Насколько все продумано. Вот, господа в чате, думаете, современные разработчики на Unity, на Unreal вот, думают о таких... Им вообще даже думать о таких вещах не приходится. Они хоп, и нарисовали, хоп, у них все на экране. Вот так вот у них все просто. И безнаказанно. Ну, наверное, да. Там свои, наверное, заморочки, но
Сейчас же, по сути, все студии никто не пишет свои движки, все это отдано на, Да, как да, бы на да. аутсорс. Там тот же этот Unreal, а там люди чем-то занимаются другим. Там же, грубо говоря, продакшн Сокольганов. любой игры сейчас стоит Они не какие-то думают, там они нереальные вайподят. десятки миллионов долларов. Люди, студии экономят на чем-то другом. Это тогда, как бы, во времена Дума, там, Quake, да, игра год разрабатывалась с небольшими студиями, где все делали свои инструменты. Потому что они были оптимизированы под те, как бы, задачи, которые ставила конкретная студия под конкретную игру. Сокольганов. Заморочки. Производительность. В следующем году выйдет новый пул и все будет работать. Ну, кстати, что тут до этого вспоминали Deus Ex. Deus Ex, наверное, такой первый пример, когда тоже удачно удалось купить, лицензировать движок и сделать из этого что-то крутое. Это да, да нет, на самом деле разработчики сейчас выглядят, ну, реально какие-то беспомощные рукожопы, потому что, опять же, написать свой движок под свои конкретные задачи игру, как это делалось там буквально лет 10-15 назад, уже у всех попа отвалится. В лучшем случае возьмут чужой, переделают на себя, и то не факт. Опять же, дискуссия будет не оптимизирована. Поэтому слушая сейчас вот... это как музыка для ушей, услада, все что угодно. Что, опять же, люди берут, разбираются и получают действительно что-то годное, даже на маломощном, непригодном для этого железе. А вот сейчас покажи это вот современным любым разработчикам, там, любым, хоть полякам, хоть любым другим, которые вот за последнее время, извините меня, обосрались с релизом своих игр. И это выглядит максимально не смешно, что они найдут 100-500 отмазок, найдут 100-500 причин, почему у них не получилось, кто им помешал. Обмельчали разработчики вот, в своей квалификации, такое чувство. Кого попало, понаберут по объявлению, а потом здравствуйте. А мучается игрок, в конце концов. Конечный потребитель. Ну, это как бы издержки просто перелагаются на игрока. Ну, я думаю, что разработчики здесь во многом тоже жертвы обстоятельств тех же студий, паблишеров. Максимально сжатые сроки, максимальное количество контента должно быть засунуто. При этом оно должно быть там, не знаю... Сейчас же игры, скажем так, сами напрямую, наверное, в основном уже даже не окупаются. Окупаются они за счет, не знаю, микротранзакций, DLC-шек и чего-нибудь такого, этих скинов, попон для коней. Теоретически, да, практически по-всякому бывает. Игры-то разные по объему. Конечно, если какую-нибудь киберпанку равнять по GTA, то естественно, что сама игра в таком остатке никогда не окупится. Это ее количество продаж должно быть не просто за горизонт, там за бесконечно. Но игры достаточно скромные, они, я думаю, вполне себе могут окупиться. Либо все это упирается в какой-нибудь Мулинье, там, Левина, или просто вот в какую-нибудь третьесортную команду условной Андромеды, там, Конкорда или чего-нибудь подобного, которые, не понимая масштабов своих возможностей, значит, пытаются объять необъятное, а потом оказывается, что нужно, чтобы пришел злой дядя с битой, дал им всем по зубам и рукам, отрезал от игры 40% хотя бы контента, чтобы более-менее это можно было собрать воедино, пускай даже белыми нитками, хоть как-то продать и что-то начать на этом зарабатывать. А не пытаться ее делать 3 миллиона лет. Только Ну да. так. Кстати, еще могу интересно рассказать. Вот в прошлом видео там Мол Кирилл тоже был, участвовал. Одна из причин, на самом деле, почему мы стали портировать карты TNT, это потому что в свое время Мол Кирилл со товарищи сделали крутые Мистер саундтреки. 5114. TNT. Третьесортные, это еще Очень комплимент хотелось для... их заиспользовать.
да, как бы А, уже 20% работы сделано, музыка уже есть, вот только надо чик-чирик уровни и вперед из песни. Ну да, но правда даже для музыки пришлось сильно попотеть, потому что они, в отличие от треков Спуни Барда, использовали сэмплы для ударных. А, Вон оно как. Соответственно, с сэмплами, да, это отдельная история, как их пришлось приклеить, потому что до этого я рассказывал, что вот музыка, она же пожата, эти VGM-файлы. Сэмплы играть нельзя. Так не получится. Поэтому пришлось как бы формат допридумывать для того, чтобы можно было отдельно хранить непожатые сэмплы, как-то на них ссылаться, сделать поддержку их проигрывания, потому что, да, опять же, до этого рассказывал, что файл разжимает Motorola, вот этим FM синтезатором управляет Z80, а кому-то это надо еще и сэмплы проигрывать каким-то образом. В общем, там еще Motorola тоже успевает писать эти сэмплы в вот этот PWM устройство на 32X, которое находится. То есть, короче, там полная симфония в этом месте наступает. И там еще, в принципе, есть поддержка проигрывания сэмплов на Sega CD, именно музыкальных, но, по-моему, это нигде не используется. То есть таких треков еще просто не создано. Но теоретически такое возможно. Не, ну это вообще балдеж. Вы буквально, можно сказать, закладываете старые новые форматы музыки, где вот не просто там по старинке 6 каналов, там плюс 3 и это, а тут хоба, 32X хоба, то хоба. Ну да, Круто. там же вот стандартные форматы, они подразумевают, что сэмплы проигрывает Z80, и если кто помнит, то, например, в этот момент ничего другого играть там не может. То есть во всех вот этих мегадрайвовских Genesis играх ударные, когда звучали, ничего другого играть не могло. Или там голос, когда какой-то звучал. Потому что сэмплы занимали полностью 100% времени про вот этого Z80 Zilog. Если будете как-нибудь играть, обратите на это внимание. То есть сам чип, который вот этот Yamaha FM, у него есть канал для проигрывания PCM-сэмплов, но если в него что-то писать, ни на что другое времени не остается. Поэтому и Z80, грубо говоря, Zilog не может это делать в Doom, и Motorola не может это делать, потому что эксклюзивный доступ у Zilog. Поэтому используется чип на 32X для проигрывания сэмплов. Да, хорошее решение. Но, конечно, удивительно, как оно все без задержки и все так бесшовно хорошо сделано, что даже не замечаешь, что банально два параллельных устройства у тебя вместе строят один и тот же звук. Ну, наверное, мне кажется, если прям вот прислушаться, да, и вот, грубо говоря, записать как бы непосредственно в редакторе то, что должно звучать, и то, что звучит в игре, наверное, какой-то лаг будет, мне кажется. Ну, потому что, в принципе, как бы отправка данных происходит какими-то чанками, да, какими-то блоками, там, я не помню, поскольку сэмплов, да, вот он пока играет, он уже как бы отстает на это количество сэмплов. Поэтому, но если это незаметно для уха, то нормально. Как раз, да, сложность в том, как соблюсти баланс между вот этой задержкой, производительностью и вообще возможностью вообще что-то сделать. Да, это тяжелый танец. Да, там жонглирование силой и постоянно происходит. А, собственно, еще один вопрос, который меня интересует. А как вообще сарафан-то дотянулся до вас по поводу видео? Честно говоря, так вот не помню конкретно.
На YouTube ссылку на этот на обзор нашел. Либо я нашел, либо кто-то прислал. Бывает, что просто, ну, может, рекомендованных попало, потому что, ну, я, как это сказать, захожу, да, иногда что-то смотрю, или там на Reddit, еще где-то, что-то связанное с 32X, вот что-то такое. Скорее всего, наверное, в рекомендованных было. Вот такого от Ютуба не ожидаешь, если честно. Ну вот, иногда бывает, везет. Ну, я говорю, я и до этого говорю, что я, в принципе, темой 32X интересовался, наверное. Что-то иногда просто везет, мне кажется. Объективная реальность Да. невозможно портировать на SNES. Чего? В контексте чего? Ну, я Это думаю, что заявление. просто в данном случае человек, как это? Ну, Рэнди Линдон крутой, он действительно сделал практически невозможное. Как бы на поверхности кажется, что это невозможно, но он сделал невозможное. Там что-то... Я как-то видео смотрел про вот этот SNES-овский Doom, и там очень много заготовленных таблиц, заготовленной математики, и очень хитро сделано. Очень хитро. Но основная крутая фишка его Рэнди Линдона, что он фактически без помощи, без всего, без подсказок, он сам зареверсил как бы вот этот чип, который, как он там называется-то? Ну, Super FX, что-то такое. да, Super FX, да. Вообще без всего. Но он как бы имел опыт уже работы, по-моему, с Amiga и реверс-инжиниринга. И здесь просто как бы... Ну, это не умаляет его заслуг, он просто использовал то, сделал то, что умеет. И зареверсил, и сам сделал демку Думу, которую понравилась как бы id. На такой, наверное, единицы способны, в принципе, только. Кстати, Кибердемон получает только половину урона от ракетницы, поэтому я бы не стал палить с нее. Ох, да мы его кое-как там заломали. Вы, кстати, в просмотре трансляции немножечко отстаете. Если Да, ну это хотите, просто я так, вам могу. на будущее. Хорошо. У меня сейчас я подвину курсор, что-то я отстал вдруг. А там можно скорость на X2 включить, оно догонит, перегонит и устаканится. Да, я вижу, вы уже дальше идете. Что-то я причем был в самом конце, он что-то, видимо, отстал какой-то. Нам напаузовать нужно. Да, новый плеер Ютуба, ядрен батон. Новое мучение. Да, абсолютно неудобный. Ну да, вот это, кстати, вот это эксклюзивный уровень для консольных думов. Странненький. Я вот на 3DO играл, и я просто обалдел на этом уровне, какое здесь количество кадров в секунду было неудовлетворительное, я бы так сказал. Ну да, странно, он вообще маленький такой, что тут вроде не должно особо тормозить. Но на 3DO, конечно, все тормозит. Ох, там бедная разработчица, как с ней грязно поступили. Ну да, эта история такая поучительная, конечно. Ну, кстати, да, она там сейчас тоже там от рака лечится. Там, посылайте ей лучи добра. Да, вот кто в комментариях писал, что я про 3DO ни хрена не знаю, Ребекку Хайнеман, я хожу к ней на стримы смотреть и слушаю про ее Burger Lib библиотеку, которую она там писала для разных консолей и для использования в гейминге. И она всю свою историю рассказывала, и потрясающий человек. Ну, это вот один из тех, да, Супер. примеров, которые Сижу, вот собираю уровня базу Рэнди румов Мегадрайва, которые смотрю люди Doom на 32X на втором мониторе. делают Весьма невозможное уютненько. с минимальным Слушаю умных набором людей. инструментов. Такие олдскульные хакеры, гении.
Да, человек начинал с 2600 играть и разбираться в компьютерах, и, я не знаю, ниже этого уже быть, мне кажется, ничего не может, разве что какие-нибудь мейнфреймы, но это не игровая тема, в принципе. Ну да. Нет, ну есть какие-нибудь Amiga CD32, есть какие-нибудь Apple Pippin. что-нибудь такое. Ой. Есть... Ну, Amiga CD32, это да, это такая заявка на победу, я бы сказал. В категории даже вот, ну, как это, самая редко встречающаяся система. А что, представь, Вот ты такой. разработчик, которого привязывают к батарее, ты за еду и хлеб за воду должен сделать хреновый порт в кратчайшие сроки для консоли, которая есть только у какого-нибудь лошара и Майкла Джексона. Ну, такое себе. В принципе, Хайнеман была очень близка к Ну, это такому работа. раскладу. Это работа для людей, как бы они ее делают так, как умеют. А если они это еще умудряются сделать, ну, условно говоря, в срок, ну, тут как бы, что ты можешь, что, ничего нельзя, никакого плохого слова сказать. Да, по крайней мере, здесь вопрос уже контроля качества идет именно. То есть не конкретному разработчику, который Да, действительно да. сделал все, что мог и успел, а вот то, что те, кто отвечают именно за дальнейшую судьбу этой поделки, это уже вот да, вопросы все к ним, потому что ну перенесите вы игру, отмените, сделайте все, что угодно, потому что это Алмашин. ваши же деньги. Я в правильно перспективе. понимаю. Две физические сёги, 2Х32 Единственное, что дома, вот, два я картриджа смотрел жестко код, допиленного 3DO, дома, два телека, Ребекки. как мультиплеер и Единственное, что захват я не этого очень всего понял, на стрим. почему было такое большое количество времени потрачено на рефакторинг. Ну, либо она просто как бы на лету это делала, да, и там времени, она вот как читала, так и рефакторила. То есть там, ну, там типы заменены, там, типа int на там какой-нибудь double word, еще что-нибудь такое. Там, ну, видно, что код сильно отрефакторен. Зачем, не очень понятно. То есть, возможно, что это время, которое было потрачено на рефакторинг, можно было потратить на что-то более важное. Но, как бы, ответа на этот вопрос можно не ждать. Нет, ребят, естественно, что мы, когда в ролике говорили про то, что вот было бы прикольно и там подсчитывали, сколько надо денег, чтобы поиграть физически на консолях, мы, конечно, больше прикалываемся. То есть в данном случае мы имеем Соколянов. только эмулятор. Нет, почки у всех на месте, как и остальные Да, Ну, кстати, да, я вот этот с взял- расчетами я не понял. Для Они какие-то ролика были я взял самый, подтасованные. можно сказать, наихудший вариант. То есть самый вариант жирный, ну, в плане того, что надо поиграть. То есть мы берем самые две дорогие Sega CD, там 2 32X, 2 телевизора аж по 20 тысяч, потому что сейчас обычный телевизор стоит 1500. Телевизор для ретро-гейминга стоит 20 тысяч. То есть, понимаете? Вот. И я решил чисто вот показать шутку, высмеять вот этот вот абсурдный рынок ретро-гейминга, который стоит просто невероятных, непомерных денег. Я, кстати, не понял, в этих абсурдно. расчетов, почему там, я то ли 4 монитора насчитал, то ли что-то там, Нет, что-то мне не совпало. нет, там все не нормально. помню. Там было две разных Sega CD, 2 32X, 2 телевизора. Там все Два было правильно. Там картриджа. просто еще было 2 картриджа этих самых флешки. Там так Да, много два Это картриджа. нормально, да. Но, кстати, Sega CD не обязательно. Ну, опять же, если... Ну, я брал самый жирный набор, то есть мы будем, например, играть там во Fusion. Типа, будем играть во второй Doom в кооперативе на 2 телевизорах. Вот самый Тогда? такой... Тогда еще нужно посчитать 2 режущих CD-привода, Вот, да. Компьютеры. болванки, компьютеры. Там, да. Да, это... Господа, 200 тысяч, наверное. Блин, дурдом, конечно. Полный дурдом. То есть наши возможности, Ну, конечно, ждем. позволяют поиграть в некоторые игры на железе.
у меня есть там Wii U, есть Wii, есть Sega, собственно, там есть Nintendo 64, есть Dreamcast, есть там PlayStation 3. Мы кое-что иногда периодически с железа записываем и иногда и стримили. Это просто сейчас, в последнее время, немножко мы это обленились делать. Поэтому что-то мы, конечно, можем показать. Какую-нибудь Sonic Knuckles, у меня даже картриджи оригинальные есть. Это все, пожалуйста. Некоторые, да, не все. Потому что там флеш-картриджи у меня, например, нет. Я могу только то, что вот на Sega, например, или Nintendo 64, это те картриджи, которые у меня есть. Но в данном случае, естественно, мы настолько бы не чокнулись, килограммы пиццы. чтобы вот купить. Потому что сейчас купить 32X, сейчас не времена выхода обзора ВГН, когда он там за 5 баксов там или что-то такое покупал свой 32X, который тогда нахрен никому нужен не был. Сейчас-то уже пойди их купи, потому что с каждым годом всех этих железок становится все меньше. А уж учитывая, что все-таки появляются некоторые систем-селлеры, то ценник этих железок растет. Особенно те, которые еще живые, действительно, а не как там с некоторыми, типа как Jaguar CD, которые найти вообще живыми нереально. Тебе в случае ты хоть 10, но и под видом живучих тебе ни одна может не попасться. Самое бесполезное устройство на свете, по-моему. Jaguar CD. Кстати, Ну, из КВН. интересного, еще могу рассказать то, что был проектик, ну, как бы вялотекущий. Это мы пытаемся сделать RAM-картридж для 32X. То есть вставляется вот как бы в картридж-слот RAM-картридж на 4 мегабайта, пустой. Игра запускается с CD и как бы может использовать эти дополнительные 4 мегабайта для записи ресурсов, ну, как, грубо говоря, кэш. И это бы позволило как раз сделать какую-нибудь крутую версию Doom, прям крутую. Но Да, там есть определенные нюансы. Невероятные просто возможности, 4 мегабайта, это не хухры-мухры вам. И, блин, ну только, конечно, какой китаец возьмется делать такую... Ну, этот картридж, по сути, будет, ну, для одной игры на данный момент, да, вот. Ну да, ну как бы главное начать. В принципе, на самом деле, мы даже его сделали в каком-то степени, но есть проблемы непонятного как бы технического свойства, что данные-то пишутся, и сам и Mega Drive их видит, как бы, но как только их начинает читать 32X, они сразу портятся, причем на самом картридже, то есть они не приходят по шине испорченные, а там как будто бы при чтении происходит запись еще какого-то мусора. И это надо, там, не знаю, брать осциллограф. Ну, так, слово паяльники. Да, 32-канальный, причем желательно. И сидеть и дебажить это. Пока некому этим заняться. Но прототип существует. Он, в принципе, и на GitHub, по-моему, он должен выложен. Ну вот, кстати, еще и эмуляторы придется некоторые модифицировать достаточно так. Модифицировать, Ну, чтобы такую версию игры поддерживать. Потому что из коробки, я уверен, хрен такое пройдет. Да, ну вот я как-то даже вот в RS этот писал, этот feature request, чтобы они такое сделали. Но пока не дождался. Но Так, рано или поздно, в как итоге- бы, главное, если есть софт, как бы, да, то и нормальный, как бы, контакт с разработчиками, то думаю, что можно. Но зато, да, Если это будет... Если крутая хочешь сделать тема, что-то что можно. хорошо, сделай это сам. Придется Ну, либо эмулятор так. доделывать самому. Может быть и такое, да. Но зато прикольно, можно будет, условно говоря, тоже запустился CD, записал туда, грубо говоря, на одном CD может быть там, не знаю, сколько там игр поместится, 200 игр, условно, ладно, 150. Записал на картридж, загрузился с картриджа дальше и играешь, как бы, грубо говоря. А дальше логически можно даже додумать, условно говоря, у тебя там Sega CD может в интернет выходить каким-то образом, да, и просто скачивать игру и записывать на RAM-картридж. Это 4 мегабайта это дохренище, это больше, чем у Сатурна, это, ну, не знаю, квантовый скачок. Просто. Ну, нет, 4-мегабайтные картриджи были и у Сатурна, плюс у него уже на борту еще, не помню, ну, 1,5, что ли. Ну да, у него на борту очень мало. Ну да, внешними можно разогнать, но в целом, да,
это жир. Ну, вот это как бы, да, что возможные перспективы. Но я думаю, что это не в этом году уже, наверное, будет. Дай бог в следующем, если. Стас, Не, охренеть, просто космические разработки. Вот. На этой ноте я, наверное, попрощаюсь. ага, ага. Вот. Хорошо. Желаю вам. Я еще попозже вернусь, Сиганчан может быть, еле досмотрю, если успею. Стрим просто надо Мгм. по делам. Хорошо. нужно уходить. Блин, очень интересно. Спасибо за Да, ответы. большое спасибо. Ну и вам спасибо за внимание проекту. Мгм. Вот, удачи вам всем. Всё, Да. до скорых встреч. Пока-пока. Пока. Стас, ну скажи свое резюме, а то ты молчишь, раз да, тебе уже... Что я буду влезать со своими микрорезюме? Я слушал, и всё, это самое важное. Видишь, само собой. Сейчас скажу и пойду. А вы дальше допродолжите. Думаю, мы скоро так уже Дум пройдем, блин. Так, на это и намек, походу, что там пройти-то его осталось недолго. Да, тут работай на 2 часа. Ага, нифига подобного. Ну, что могу сказать? Ну, вообще, поприятнее, естественно, чем Quake, как ни странно. Хотя игра старше. Вот. Мне почему-то Doom больше понравился. Ну, ладно, еще, наверное, в кооперативе. Хотя для меня кооператив не ощущается, потому что я... Ну, вот, мы с тобой шли, где мы друг другу помогали там периодически. А в начале мы там вообще в разнобой шли. И, по сути, мне все равно было удобно, мне было комфортно. Как-то хорошо. Прям. Мне сложно сравнить его в плане там абсолютной оригинальности, потому что я не играл никогда в оригинальный Doom. Вообще. Ни в первый, ни во второй. Не садился даже. Поэтому для меня это первое, ну, заседание за Doom, если угрубить. Ну, такое полноценное, осмысленное, играть там подряд. Поэтому скажу, вообще супер. Вот, кстати, в чате про Sega Channel. Sega Channel это такая штучка, кто не помнит, использующая, по-моему, телетекст или антенное соединение, чтобы грузить игру через телевизионную инфраструктуру, я бы так это сказал. Вот. Как бы, если кто-нибудь игрался с телетекстом на телевизоре, и вы видели, как там туда приходит погода, расписание программ, вот тем же способом и игра грузилась в Сегу. Вот. И это маленько не то. Для Сеги был модем такой более-менее полноценный. Он включался в порт второго джойстика, и он мог использоваться как терминал, как модем. И из недавних разработок можете погуглить Sega Mega Wi-Fi, по-моему, называется. Или Sega Mega Super Wi-Fi, что-то такое. Это картридж с Wi-Fi модулем, который может по Wi-Fi, вы кидаете игру, она загружается по Wi-Fi на картридж и с него воспроизводится. Тоже, как бы, вариантов сейчас масса. Мгм. Не, человек, конечно, могучий. Блин, так скромно рассказывает про такую гигантскую работу, причем они не один год пыхтят над ней. Ну, достаточно долго все это хозяйство разрабатывается. Офигеть просто. Я параллельно это слушал, я просто удивлялся. Для меня игра оказалась вообще просто, ну, в плане того, что я такой играю, все, у меня нет никаких сложностей, потому что на фоне я слышу, как это все реализовывалось, я такой, да, в принципе... Да, я вопросов вот нету, такой претензий умею. нету. Все четко, да? Я, оказывается, умею играть на консоли в шутера старые. У меня нет никаких проблем, как обычно там с Quake или Half-Life, когда я не умею там стрелять, целиться и ходить, и ничего делать. И теперь я превращаюсь сразу же там в игрового этого такого, куда идти, как стрелять. Почему монстры, они ходят, они умеют что тоже стрелять. Вот. Я сразу же играть научился. Вот.
И вот бодренько проходили. Я даже где-то иногда что-то делал вровень. То я подожду, дверь подержу, то это... Вы мне отход... Мы интересно так на одном уровне, где там был у меня красный ключ. Кстати, да, это баг... Вон, нога в воздухе висит вон, на правом экране. Я не знаю, баг это или фича, но я хочу это зарепортить. Да, как бы сразу багфиксы уже это отправляем, находим баги. Мы тоже участвуем в процессе разработки в скобочке тестерах. Вот. Мы как-то нашли ключи. У меня было, по-моему, 1, а у Притчера, по-моему, было 2. Да, и ты открыл одну дверь, я открыл вторую дверь, потом ты снова еще одну открыл. Вот так вместе и просочились. При этом к вопросу, как раз таки, пока вот вы с Фроманом вместе играли, у тебя, я смотрел, получалось местами прям намного четче. Фроман то, что или все-таки то, что уставший, то ли что, ты, правда, тебе тоже... Ну, ты прям на лапке, у меня вот, получалось. Ну, это я просто бодренько исследовал, а он бодренько все проходил и находил. Но он же завершал уровни быстрее. Я 1, по-моему, уровень завершил. Из всех, которые мы вместе проходили. То есть он доходил до финальной двери, находя или 1 ключ, или 2, или финальную дверь. Я завершал вот эти первые вообще 1 раз всего. Главы. Как-то еще карта вызывается. Вот жалко, я про карту не Соколянов. рассказывал в видео. Репорт. И еще год на Как-то устранение вызывается, ей уникатов. Это как-то можно работает и даже почти без пользоваться. багов. И это уже круто. Не знаю насчет О, здрасте. Так, я, к сожалению, все, пойду. Вот. Да. Следующий. Задержал. Но было приятно задержаться. Опять же, если у нас все будет хорошо, то стримы будут более-менее, не каждую неделю, но основа... Они, давай, Боря, они более-менее будут. Да. Так. Так что, да, в этом плане стримов. Так, я сейчас, если отключу, все нормально будет? Да. Должно управление передаться следующему. Так я уже переключился, Да. я уже приловчился, как это работает, понял. поэтому я уже бегаю. Я, если что, вышел только что, все. Не-не-не, Всё я нормально. уже бегаю, все уже хорошо. Все. Да, Пост сдал, пост принял. А то я сейчас такой, типа, всем пока, отключаюсь, все ломается. И весь стрим упал. Да, весь стрим падает, удаляется и все. Окей. Все, тогда всем Да, пока. вот. Всем спасибо. Всё, давай. Да, вам спасибо за присутствие, моральную поддержку. Репорты еще Ух год ты. на устранение уйдет, эта работа почти без багов, и это уже круто. Нет, на самом деле, конечно, такие проекты, и опять же, мы до этого когда-нибудь дойдем, потому что есть у меня один хороший друг, который долгие годы занимается... Наскек. Спокойной ночи. Спокойной ночи, Наскек, рады были видеть. Есть хороший друг, который давным-давно занимается уже много лет в качестве хобби на движках Fallout переносит Mass Effect. Это прям титаническая работа, там столько уже было итераций и вариаций, то есть это делалось там и на Вегасе, потом делается на 4-м Fallout, и с VR, и по-всякому. Вот чуть-чуть нужно нам мне подраскидаться и посмотреть на это. Вот. Потому что я когда-то мой милипедрический вклад в это пытался внести, то есть там кое-что там как раз разархивировать нужные данные и прочее, потому что мне всячески импонировало это. Но уже с тех времен, как это было давно и неправдой, поэтому то, что было когда-то и сейчас, это две совершенно принципиально разные вещи. Я не понимаю, куда? Что мы тут уже... Да я вот тоже по кругу хожу, как это...
Да. Не вижу ни стены никакой. Тут есть ключ? Куда этот ключ? Есть ключ. Непонятно. Непонятно. Пока я сидел, смотрел, все более-менее было как-то где-то. Стоило только вот в какой-то уровень упереться, весь какой-то запутанный. Главное, куда тебе идти. Вообще, конечно, Не вот, удивлюсь, что стену придется где-то пощупать, и она откроется. да, ну, где-то ничего похожего нет. Вообще, конечно, вот на таких вот мододелах, на таких вот разработчиках и держится, называется, коммунити, потому что это прямо дорогого стоит, когда действительно люди, пускай там опытные, неопытные, ну вот в данном случае Вик программист, то есть он понимал, да, что делал, просто у меня, ну, как это, я немножко не в теме был этих подробностей всех. Поэтому в этой ситуации, я думаю, было всем нам приятно услышать, что мы не сильно-то ошиблись, там, за исключением, да, вот таких нюансов. Человек-оркестр Вик оказался по большей части, а в остальном уже все более-менее по делу, по смыслу было сказано. И Как бы в процессе разработки, кстати, Вик ведет форум. Блин, вот как раз вот где сайт, где вроде бы можно вот это все вот скачать, он ведет форум, и он, опять же, конечно, по ходу действия разработки писал, и я так одним глазком, почитывая это форум, конечно, я его прочитал не весь, потому что форум там достаточно раскидистый, большой. Форумы читать, знаете, это, ну, люди там месяцами, неделями пишут сообщения друг другу, но это как читать переписку в Дискорде там годовой давности там за целый год. Ну, это очень долго. Я так пробежался по форуму, и основное, что увидел в видео, чуть-чуть запечатлил, скажем так. Плюс вот человек... О, ядрен батон, дверь. нашел. Собственно, пришел и подтвердил, что я промахнулся не так уж сильно. Да, потому что это всегда самое сложное. Я уже на этом когда-то обжигался, когда тоже вот пытался сделать видео комплиментарное, что называется, именно потому что мне было не все равно, но как я не старался, учитывая, что именно что у меня не было никакого злого умысла там наговорить чего-то лишнего, ну, оказалось, что то ли я дурак, то ли лыжи не едут, то есть то ли информация, которая тоже лежала в открытом доступе, была не совсем корректная, то ли я ее интерпретировал неправильно. Тут уже Для этого дисклеймер и нужен, блин. Ну да, ну понимаешь, дисклеймер дисклеймером, это, во-первых, все-таки не индульгенция, ни от чего. Если уж ты действительно делаешь, это, опять же, это когда человек делает на похер, он может, да, набрать информацию из первого попавшегося угла, которая может быть правильная и неправильная. По принципу, я наговорил, я судьи навел, а дальше вообще не мои проблемы. Это, конечно, подход неправильный, как делают многие, особенно такие канальчики большенькие, что в целом бьют по площадям, скажем так, со своими материалами. А потом, когда приходят и говорят, ну, ребзики, все это, конечно, прекрасно, только туфта, конечно, полная, они еще и начинают там всячески обижаться, что, по принципу, это не мы не доработали, это у вас информация какая-то неправильная. Или вы ее там плохо запомнили. Естественно, что надо стараться в любом случае. Поэтому там, в моем случае, если уж ошибся, то... Токсокарганов. Видео, где Тауоу играла на фоне. Что-то недавно я смотрел. Пам-пам-пам! Пам-пам-пам. В общем, да, 88М и Тоху немножечко замешаны, я бы так сказал. Совсем немножко, просто... Опять же, и Мол Кирилл очень сильно замешан в Тоху. Мы, можно сказать, соседи по сообществу. И да, я
увлекаюсь Тоухоу, и вот буквально завтра будет стрим. Это ни в коем случае не реклама, но да, я в некоторых сообществах замешан. Так что почему бы и нет? Как бы приятно видеть, когда люди знают. Я тут БФГ нашел, походу. Ёлы-палы, мне кажется, мы все ближе и ближе к окончанию, к заканчиванию. Мгм. Так. Да ёлки-палки. Токсокальганов. Просто обратил внимание на музыку. В Думе ее очень круто обновили и прям вслушивался. Ну и знакомые мотивы заиграли. Музыка, конечно, мощняцкая здесь, ну... Вот на ПК играешь, я не знаю, может быть, все уже прислушались к ПК, она там на синтезаторе звучит, ну, как-то вот, ну, слишком привычно, слишком классично. И тут пацаны врываются с двух ног с таким саундтреком. Блин, слушаешь и диву даешься. Вот это круть, вот это, во как надо, во как можно. Так вот, то-то и оно. То есть, опять же, кидаться какашками в ту или иную железку старую вообще не проблема. Да, что они там ломучие, что они там пустые, что там нечего делать. То есть, естественно, что там, в момент, когда та или иная железка выходила, печально было быть теми, кто и на нее повелся, и кто ее купил. Но уже Ну, сейчас с высоты вот именно тоже. прожитого времени уже опускает тот момент, что кто-то на этих железках просрал деньги. Сами-то по себе они были там неплохие. И поэтому, когда приходят люди и спустя долгие годы раскрывают ее потенциал, то вот, оказывается, они могли действительно многое, просто те, кто занимался разработками, либо не умели, либо не хотели, либо там разработчики, извините меня, тупые жопы, которые не могли дать необходимую для этого информацию, чтобы разработчик взял и сделал по красоте. Ну, вот теперь Вот можно справедливость сказать, восторжествовала. Не словом, а делом вывели разработчиков на чистую воду, собственно. Да. Какую работу они там проделывали, блин. То есть, понятное дело, что уже фарш назад не провернешь. Что там какой-нибудь 3DO и... Токсокальганов. Свита после взлома обрела вторую жизнь. Правда, стоит сейчас космических денег на Сегодня вторичке. люди портируют Doom туда-сюда, а завтра, хоп, есть машина времени. Отправим вот этот картридж в прошлое и создадим парадокс. Ну, а если... Мистер Абитен 5114. Эх, если бы 32Х не забросили спустя полгода. На эту тему уже копий сломано очень много, и видосов сделано много, и именно что здесь можно повторяться до бесконечности. Действительно, вся эта история с 32Х, опять же, у меня есть такое подозрение, что мы не всей правды знаем, потому что несколько показаний разнятся относительно того, зачем, почему, как, и вот, то есть все эти перипетии эволюции от простого Мегадрайва до Dreamcast, тут очень уж много данных. А по факту, что да, как бы американское подразделение хотело закрыть дырку до выхода Сатурна, таким образом вот они пытались сделать железку на базе Сатурновского. То получилась какая-то промежуточная поделка, как раз продлевающая жизнь Мегадрайву, который, ну, Genesis'у, который продавался как горячие пирожки в тот момент. Прямо они его хотели максимально растянуть. И поэтому, не спросясь японского подразделения, они вот заказали эту железку, но при этом ничего не предусмотрели, и получилось, что уже Сатурн выходит в Японии. Тут еще ходят по всяким журналам слухи, что будет Пантера, то есть, что типа 32Х сразу вместе с Мегадрайвом, что покупать непонятно, и вот эти все постоянные споры между американцами и японцами привели вот к такому консенсусу, что деньги выкидывали, маркетинг размазывали, а покупать было ничего не понятно, при этом и с играми был полный пердолинг.
что вот так вот купил, а во что играть не купил. И это ж проблема была, что на Dreamcast, что на Сатурне, что на куче других приставок, там на Ягуаре на том же самом. Что железка есть, потенциала много, а никто в моменте не мог с этим потенциалом никак воспользоваться. И только, может быть, на излете этой консоли к чему-то такому приходили. Но это не точно. В принципе. Поэтому... Вот если бы он по вашим мечтаниям, Мистер если бы Обиден даже не зарубили бы 5114. 32X, не Кстати, забили бы что интересно, хрюшку, да, Есть продолжили у бы на нее Sonic игры стрельный делать. отдел, Ну, который Сатурн работает бы на начал Sega Saturn. конкурировать с 32X. Ну, как бы тут уже каннибализм бы начался. Да, ну вот по поводу Соника, да, кстати, я, помнится, смотрел то ли у Рип Флойда, то ли у кого, что да, пытались тоже вот так же воссоздать Sonic Extreme, но опять же, из того, что я видел, там нечего было воссоздать. Там же база игры была очень на ранней стадии сделана. То есть, если в случае некоторых других игр хотя бы было понятно, от чего оттолкнуться, в случае Sonic Extreme там прям такое себе. То есть тот рабочий билд, который откопали в свое время, там же просто голая степь и больше ничего интересного. То есть там игре мясо наворачивать надо было только так. Это буквально вот базовая механика игры, не более того. В случае некоторых других игр, там, да, очень жалко, что ничего не сохранилось. Теоретически еще бы можно было с этим поработать. Но не каждой игре это пойдет на пользу. Опять же, в случае того же Экстрима есть Sonic CD. Вот мы только вчера, когда испытывали там, как работает эмулятор, все проверяли. Опять же, я под пристальным наблюдением 88, да, открывал для себя Sonic CD, потому что, учитывая, что были обзоры Филинова, были все, там не сильно как-то раскрывался этот момент, вообще вот именно механически как это все играется, а на самом деле это вполне интересно. То есть, понятное дело, по большому счету, это тоже там первый Sonic, там, или второй, просто, да, вот с некоторыми усложнениями, с неким таким вот заморочем, что там тебе надо разогнаться, там прыгнуть в прошлое, прыгнуть в прочее, но, по крайней мере, это было что-то интересное. То есть, как я вот вчера прикидывал, что когда там все закапывали классических двухмерных Соников, что они типа не работоспособные, что они шляпа, ну, вот вам, пожалуйста, что тогда почему-то люди смогли что-то более-менее придумать, от чего еще можно было попытаться поиграться. Не кушай меня, я не вкусный. Но нет, тот же Соник, да, в самоповторах просто-напросто умирает. Что игру не возьмут, либо опять же какие-то потуги Пинчера или там Соника Хиро в случае трехмерного Соника, ну или опять же та же Мания, которая просто тупо повторяет Соников классических. Потому что поле для экспериментов все-таки существует большое. Также и со многими другими играми. Если сильно захотеть, что-то интересное придумать можно. Это надо вот брать и стараться. Потенциал железа, конечно, есть. Ладно, там какой-нибудь там Красный сзади. Откуда мы пришли, надо назад. Какой-нибудь Пипин, там какие-нибудь такие вещи, они, конечно... Эти железки лучше просто их забыть. Вот там какой-нибудь Макинтош, например, мне очень интересно будет пощупать. Если у нас все получится, это будет прям тоже интересный пласт. Плойка и прочее, это все как бы хорошо. Но есть железки, которые было бы, конечно, прекрасно пощупать. Но в данном случае вот 32X, хоть и такая некоторая новая страница открывается, перспективная, но просто, опять же, пойдут ли энтузиасты дальше. С Думом, да, вот над Думом можно поэкспериментировать еще много. А вот дальше что будет? И что, кстати, подожди, а что не так? Токса Кальганов. Дриамчаст довольно А, потенциальный. Нами 2. Раз был На очень Йоме? потенциальный. Или нет? Да, аркадный Dreamcast. Ну, вы представьте себе, там люди
на Dreamcast Vice City перегоняют, а у Наоми, ну, конечно, я могу сейчас привирать, но, может быть, там было побольше памяти. То есть, и чем больше памяти, как вы, собственно, слышали, чем больше памяти, тем лучше. То есть, разработчику есть больше поля поиграться по-всякому. Вот. То есть, это больше песочница ваша становится. Соответственно, это дает больше возможностей. Вот. И, соответственно, положительно сказывается на игре. То есть, дайте проектам чуть больше памяти, и они прям расцветут, как розы. В том-то и дело. И Мистер Абитен 5114. Архитектура Sega Saturn была сильно переусложнена, а Sega не могла предоставить нормальный. Ну, кстати, да, они могли так 32X продавать. Игровая видеокарта. 2 ядра. Ну, не 2 гига, конечно. Но 2 ядра. архитектура Sega Saturn была сильно переусложнена, а Sega не могла предоставить нормальную документацию. Стандартная библиотека графики для Sega Saturn была не оптимизирована. Это вот проблема была, что для Dreamcast в той или иной степени, что для Jaguar, что для Сатурна, да. Об это они вот дружно все обожглись, при том, что, казалось бы, вот тот самый случай, на ошибках никто не учится, потому что Jaguar был первый, кто так вот прям с подливой буквально жахнул, потому что он-то вышел сильно раньше. То есть у Сеги было время теоретически все прикинуть, прибросить и попытаться так на грабли второй раз не наступать чужие. Но они вот как сайд-шоу Голфа из Симпсонов. Вот в этом поле граблей тупили на все. Опять же, сказано на эту тему-то уже много, что вот эта вот война бесконечная, корпоративная, и закончилась плохо. Там я уже не беру в расчет то, что там был еще этот главный инвестор японский, который там владел определенным там пакетом акций Сеги, и что он там сделал все для того, чтобы там закопать аппаратное подразделение Сеги. Я вот этот момент не то чтобы не рассматриваю серьезно, но это такой как бы, кровавые теории там заговора и все вот это вот прочее. По крайней мере, там нет никаких ни доказательств, ни обоснований, ничего. То есть это просто как такая теория в вакууме. Но факт остается фактом, что глупостей понаделано было много, и они эти глупости начали лепить вот буквально самого там с CD-CD. То есть, что они такие технологии во все щели. Хорошо, технологии, да, прикольно. Но Sega CD, да, тоже никак не поддержали. Потому как... Сокольганов. Потом вышел Кен Кутараги и показал, что такое система для разработчиков. Да. То есть Sega просто-напросто сделала Sega CD, сделала прикольную концептуальную железку, но при этом, да, никак ничего не подкрепила. То есть разработчики такие, железка, прикольно, нам-то с этого, что мы не понимаем, нахрена нам это надо. То есть, опять же, разработчиков огромная инерция в плане применения технологий. Тем более, что если до этого технологии шли буквально медленно, а когда вы тут резко добавляете херову тучу пространства свободного, там еще какого-то функционала, то разработчики, конечно, которые именно не умеют с этим работать, пока они разберутся, времени пройдет много. А для новой железки, как ни крути, старт должен быть действительно буйным, жестким, потому что, естественно, что вы вложились в производство, вы вложились в разработку, и вам нужно эти бабки отбить. Тем более, что, опять же, железка будет сырая, у нее будут проблемы. И поэтому, если еще там и играть-то будет не во что, то это сразу, можно сказать, можно закапывать буквально мгновенно. И Sega сначала Sega CD так пролетела, сделав достаточно скромные продажи, и при этом сейчас там не то чтобы во много есть что поиграть. Есть игры, но все равно это либо какие-нибудь, ну, назовем это так, ремастерами оригинальных игр, которые были на обычной Sega. Потому что даже на самом, как он, NEC PC, или как он, подожди, правильно? Да, NEC PC, ох, там длинная линейка, 6000, 8000 и 9000. Не, я не про компьютер, PC Engine который, PC Engine. Ну я понял, Консоль. да, PC Engine. Там же тоже был у нее свой привод, и тоже были игры, которые поддерживали такие вот. Но на PC Engine все-таки игры, которые более-менее адекватно это все реализовывали. То есть, допустим,
есть серия скролл-шутеров, да, Soul Fizz. Ну, не серия, это, по сути, одна игра. Soul Fizz и Soul Diss. Ну, точнее, оригинальная, по-моему, Soul Diss. Есть ее же еще версия. Оригинал был на Sega Mega Drive просто, а есть ее же Sega CD-шная версия, которая называется Soul Fizz. По сути, это одна и та же игра, в которой, соответственно, в CD-версии музыка mp3-шная, там, или вавовская, и заставки есть сюжетные. Там немножко она переделана, но механически игра та же самая. На Неке в этом плане все сильно круче. То есть там какой-нибудь, кто помнит жаровские проходы, когда он играл Retro Game Gauntlet, ему там как раз попалась, допустим, Valis 3 игра. Вот там как раз вот это яркий пример, как это использовалось адекватно. Где там тоже заставки, озвучка, то все, но при этом механически игра самая обыкновенная, там, экшен с видом Сокольганов. Тут даже было дело не в пространстве, а в способностях Надо разработчиков в и правильный попытках телепорт синхронизации независимых систем этих переусложненных систем. Дайте понятную архитектуру и нормальные инструменты. Ну, есть как бы несколько способов сложить два числа. Вот. Ну, в случае Сеги, скажем так, да. Например, существует 4 способа. Тут приходит разработчик, придумал 5-й. Вот так вот. Взял, сломал через колено все, что уже было, и придумал 5-й. Так что кто-то довольствовался готовыми библиотеками, а кто-то их изобретал сам, профилировал и смотрел, что вот, я смог сложить два числа быстрее, чем все остальные. Я горжусь этим, я забочусь об этом, я хочу, чтобы мои игроки получили быстрый код. То есть кого-то это заботит, этот вопрос, а кого-то этот вопрос не волнует вообще. Да. И опять же, то, что естественно, что разработчику должна была быть достойная инструкция. Это естественно, это вот как раз то, что Sega должна была усвоить именно что после Ягуара, потому что это была очевидная, буквально любому идиоту мысль, что если вот тремолы, которые реально либо, ну, может, наговаривают на них, может, они реально вот кому Atari, Джек же Тремол, который когда-то владел Коммодором, его оттуда выгнали, он потом купил Atari, загибающийся. И как раз вот, купив там компанию как раз разработчиков железа, которые вот это вот пращура Ягуара разрабатывали, получилось то, что получилось. Что там тоже все амбиции дружно схлопнулись, что разработчики железа вместо того, чтобы исходить из адекватных реалий, что они разрабатывают супер как там сложную железку под себя, упрется в то, что они-то с ней работать-то умеют, а вот сторонний разработчик не сможет. А так как еще и поддержка со стороны, мягко говоря, старперов, которые, мягко говоря, не понимают, как работают на тот момент современные реалии, уперлась именно в то, что у них есть на руках переусложненная железка с кучей процессоров. Есть чуваки, которые с ней работать могут, но называется в инструкции не могут. И какой-то аппаратной поддержки предоставить не могут. И менеджмент, который тоже абсолютно все эти проблемы не выкупает. Ну и вот получилось то, что получилось. Железку сделали, а как с ней работать не сделали. Ну или там 3DO, которая тоже хотела это заздравие все в принципе, но уперлась в то, что качество самих 3DO-шек от разных производителей плясало. И то, что, опять же, не так много разработчиков нашлось, которые были готовы с ней заморачиваться. И в итоге 3DO на плаву держалось довольно ограниченное количество времени за счет героев Меча и Магии. Ну, вообще, в принципе, за счет New World Computing, которые пытались хоть как-то, хоть где-то что-то заработать денег. А когда еще и серия Might and Magic в трубу вылетела, то на этом история и закончилась. Серега Этот уровень Касаткин. я вот так Не не туда люблю. копать, Тут надо в нужен правильный ремейк, телепорт нужен залезть. портал Вот там, где вот эта серьезный комната сцен с на кучей 32 телепортов, надо найти нужный и туда залезть. Ну и стараться друг друга телепортами не раздавить. Блин. Такой уровень Серега, замороченный. привет. Ну, почему не туда Я копаем? На самом деле 32X все-таки железка-то не всесильная. И Вик уже говорил в комментариях под роликом, что при всем желании портировать туда все что угодно не получится. То есть 32X не вывезет уже ничего мощнее Дума.
То есть, даже если там приложить все возможные усилия, запихнуть даже какой-нибудь порезанный Quake на 32X уже, скорее всего, не получится. Как ни старайся, там, как ни пыхти. То есть... Ну, это потребует мутации Сакарга. вот этих вот Кайлин созданием слишком картриджа, в жирно. котором Это же будет квадро оперативка. стероидов. И, ну, вот кто готов вот это вот все экзотическое железо покупать? Тут больше, конечно, вопрос о доступности, но даже с 32X мало у кого он есть. То есть, может быть, сделать-то и чудо произойдет, а вот чтобы это было ощутимо для обычных людей, наверное, вряд ли. Да, то есть теоретически как первый Quake еще, ну опять же, берем PlayStation 1. Второй Quake на PlayStation 1 это не тот Quake, который компьютерный, по сути. Это там другой движок, другое все. То есть это Да. такой эрзац-заменитель. То есть плохая, ну такая хорошая копия, или там не китайская подделка, но это по сути хорошая вот именно что эмуляция Quake на совершенно других мощностях, других движках, другом всем. И Продукт здесь- Quake содержащий. Да, продукт Quake содержащий. Спасибо за правильную формулировку. И вот то же самое вот экстраполируйте сюда. То есть теоретически какой-нибудь вот именно порт PlayStation-овский может быть на 32X и можно там в каком-нибудь сильно порезанном виде засунуть. Но он, скорее всего, будет кряхтеть, пердеть и проситься домой. Скорее всего. По крайней мере, я... Блин, что за идиотские уровни вот начались? Тут... Ай, блин, ты меня раздавил. Ничи 777. Тут надо найти нужный Давно не был на телепорт. этом канале. Просто вот Привет. надо запоминать, куда прыгаешь, и вычеркивать их, как в сканвордах. Это как в кроссвордах, блин. Привет, привет, рады видеть. Привет. Уже основной заморочь прошел, но мы еще здесь. Мы Биг, автор пати. к сожалению, вроде как заскочил обратно, но ушел. Поэтому, если что, в записи вы можете с удовольствием послушать наше с ним Да, Вик был в интервью, гостях. там, беседу, называйте как хотите. Потому что, на самом деле было интересно его послушать. Не, хорошее дополнение к видео, потому что чуть-чуть глубже заглянуть. То есть вот у кого надо было брать интервью, честно говоря. Вот. А то я поймал бедного, мол, Кирилла и под дулом пистолета начал его заставлять интервью давать. Вот. Надо было, так скажем, идти сразу напрямую в офис к начальнику и так и так. Ну, видишь, кто ж знал-то, все же делалось-то на живую нитку, в принципе. Тут, опять Да. же, если бы ты про Мол Кирилла не сказал бы, мы бы и до него бы не дотянулись. Ну да, я Тут как-то еще не всё хотел пошлось. творческих... Я не люблю отвлекать людей, особенно людей творческих, которые, может быть, вот сейчас я им пишу, а они там в процессе создания чего-нибудь великого. И тут я лезу со своей фигней, честно говоря, вот. И мне от этого маленько мое воспитание, мне как-то тяжело мне переступить и потревожить человека, особенно творческого. Ну вот. Поэтому в данном случае мы будем ждать от них новых свершений. Естественно, что хотелось бы посмотреть на такие вот словесные и технические гимнастики, как вот опять с Dreamcast'ом и переносом GTA-шек. Опять же, чего-то может быть на Сатурн. Но опять же, берем Сатурн, вспоминаем, и то, как плохо на нем работает пульт. Учитывая, что Сатурн плюс-минус близнецы-братья, то есть заставить Да, работать... там он заработал бы без проблем. Только вот, блин, самая такая геморройная фигня, что звук в Сатурне по-другому совершенно работает. Там, ну, придется повыделываться, так скажем, нанять ученых, которые пару лет жизни потратят, чтобы в этом всем разобраться. Вот. Чтобы сделать хорошо, не на тяп-ляп. Да. Поэтому про Half-Life вообще можно забыть. Не просто ж так первый Half-Life портировали только на PS2. И то там с определенными нюансами.
все равно это не Ctrl-C, Ctrl-V. Что все равно там, Вот, сям... кстати, Сереге Касаткину могу сказать. Чё мелочиться? Вон, на Сатурне уже работает Unreal. Шутка. Но вот, если, может, видели или нет, я, если честно, у него название очень замудренное, но можете загуглить Unreal Sega Saturn и посмотреть демку. Там чуваки делали очень впечатляющую штуку с камерами, с полупрозрачностями, с гигантскими пространствами подгружающимися. Очень впечатляющая демо. Я лично на своей консоли запускал на стриме, пробовал, ну, не на этом канале, конечно. Потрясающая штука, и если сильно захотеть, можно и на Луну улететь. Да. Тут все вопросы уже именно того, что это просто забавная балалайка, которая вот на один раз, да, или что-то работоспособное, что может действительно играть. То есть с Думом, вот, пожалуйста, это играбельно, это проходибельно, легко. Там, Quake какой-нибудь, вот именно, который на PlayStation, это тоже проходибельно, тоже играбельно. А попытаться впихнуть невпихуемое, ну, будет там 6 кадров у вас. Ну да, формально там будет считаться, что работает портировано. Но это то же самое, что какой-нибудь киберпанк попытаться там на PS3 засунуть. Да. Будет Ничи киберпук. 777. Какое отношение Особенно у если тебя к на Silent оригинальном Hill и движке Resident будет Evil? еще У какой-то этих игр киберпанк. много всратых переводов. А мне... Мистер Абит М5114. Кстати, Демо Sonic вы видели Extreme. футажи Neo World с демо Sonic Extreme? Там вроде бы пытаются изо всех сил и игру, и демку, там битва с боссом, по-моему, восстановить на Сатурне. Тоже ни хрена не маленькая работа. Если честно, вот, ну, демки я старенькие, может быть, видел, может, 5-летней давности, но если там что-то новое вышло, нет. Ну, я пока Видели. тоже еще ничего такого не видел, ни футажей, ничего, поэтому будем посмотреть. Так, какое отношение у тебя к Silent Hill и Resident Evil? Из каких игр? У этих игр много всратых переводов, и мне нравится, как ты разбираешь всратые пиратские переводы, особенно откуда на первую халфу. Ну, Кудац мы же там не так уж, чтобы сильно разбирали, на самом деле. Сир Даниэль Фортескуэ 1921. Впечатляет подход разрабов из 90-х, когда вместо CTRL-CV из исходников PC-версий переделывали в рамки ограничений так, что эти игры начали обладать ей Нет, атмосферой. Сереж. Дом PSX тому пример. Q2 тоже. Видишь, Найс, все-таки, ну, опять же, Кудац, не знаю, может, все-таки с нашей маркой, потому что нашу марку мы разбирали во все щели, а Кудац я только в рамках, мы вот, дримкастовского ролика нашего первого упоминали, что, да, перевод Кудаса это жопа полная, и мы там немножко это затрагивали в рамках Гея. Но перевод там, да, конечно, прям ужасный, его там прям, может, по полной схеме разбирать и нет особого смысла. В целом это там все дикий кринж. В принципе, все кудасовские поделки, это, мягко говоря, прям ужас. Я, кстати, вот чего-чего, я очень, для меня было приятное сегодня удивление, прям, я случайно обнаружил, за Games Voice не следил, но они сделали прям мне огромный подарок, они сделали локализацию игры Анклав, как вы помните. Игра там начала 2000-х. И вот они про нее, я не знаю, кто им там задонатил, или там, ну там что-то вроде издатель что-то им решил подбросить косточку. Такой эксперимент. Но вот это я понимаю. Вот это такое я люблю, учитывая, что у меня есть большое желание когда-нибудь все-таки про Анклав нам поговорить. Это будет прям хорошее подспорье. В случае переводов, ну, мы стараемся. Мы, конечно, те еще на самом деле переводчики, потому что без... Ну, вот опять же, я не буду там пытаться выпендриваться. Говорю честно, что для того, чтобы нам вот прям вот по полной схеме разобрать, там, конечно, нужна определенная база. Потому что в случае Half-Life, чтобы заняться переводом нашей марки, например, мне был нужен именно референс
который можно нормально, аккуратно перевести, потому что в противном случае на слух я ничего не сделаю. Дятуш 2870. Я знаю человека, Да, вот который так вот пробует или кажется все пробовал просто, портануть в но KL1 по на сути вам PS1, нужен но уже перевод, полгода не чтобы было сравнить новостей, его с но другим фиг знает. переводом. То Может есть быть вы еще еще и увидим. свой Это перевод который делаете, по занимается сути. портированием Tomb Raider 1 на все. Да, потому что Токсокальганов. Это русские, которые работают на благо фанве, а не ради бабула. Гамя своичи. Блин, тут надо в основную комнату возвращаться. Я знаю, кстати, где синяя дверь. Мгм. Да, ключ я Только вам нашел. надо вернуться. То есть, Да, я нашел в случае Quake, да, мы наш 808 предоставил мне ссылочку, где можно как раз найти всю стенограмму Half-Life. Я это все сидел, переводил, потом сравнивал это все с... Точнее как, я выписал Назад, это, назад. потом все ручками, сделал стенограмму уже перевода нашей марки, все это сидел, сращивал, выяснил эти все нюансы, что там файлы где-то перепутаны, где-то там своя отсебятина, где-то что-то, где-то кого-то. И уже от этого потом выплясывал. То есть это интересно, это прикольно. Поэтому, естественно, что периодически, возможно, мы что-то такое будем стараться делать еще. Но тут без подготовки не получается. То есть, когда мы Silver делали, там это получилось довольно быстро, но там все-таки было сильно проще, потому что там, благодаря стимовской итерации, где как раз и звук работал, и субтитры, мне прям стало удобно. С этим Вот сюда. работать. вот этот левый телепорт. Подожди. Они тут все Мистер левые. Абитем 5114. Вспоминается Сейчас вот ваш найдете скетч меня. о том, как Где-то пираты я игры там стою переводили. возле. Да, и вот этот вот левый телепорт в него. Вот именно левый. Да, и вот в левую дверь теперь. Ну вот, две двери на левую. Ага. И там будет прям по коридору наша дверь. Надо ее открыть. Вот. О. Вот еще какая-то дверь. А тут еще, может, какой-нибудь секретный выход еще окажется, блин. Японский города. Ох, как проседает. Так, 32Х потеет. потеет. Ой, нет. Только нас не переработайте в компост. Ну что, есть БФГ, что им не воспользоваться-то? Я БФГ-то из дома вижу буквально, ну не первый там раз, но именно вот сам из него никогда не стрелял. Из всех остальных стрелял, из этого нет. Вперед тоже. Вот вам шины Что-то нас тут заливочные подкармливают. машины. Как перед боссом, блин. Поэтому, Замуровали демона. здрасте. А нас реально замуровали? Да япона, мама. Походу кнопку надо какую-то искать. То есть, естественно, ну как это, мы дико... Подожди, а вот это что за кнопка? Может, распломбировали нас? Да, вот. Да. Мы как бы дико польщены и рады, что вам нравится, что наш контент вам интересен, поэтому мы для этого в YouTube-то и вообще в интернете есть, потому что нам не все равно, мы пытаемся сделать какой-то оригинальный контент, что интересно нам, что рассказать окружающим. А перевод скетч про пираты как игры переводили, ну там это на самом деле шутку Бэткомедиана я в свое время переработал. У него было там в каком-то ролике нечто подобное, просто это хорошо в контекст легло. Вот. Опять же, не буду здесь особо выпендриваться. Получилось хорошо, но идея не моя, да, в полной мере. Так, значит, на чем мы там остались? Resident Evil, страты и переводы. Ну, по поводу переводов Резика, там все плохо. Из того, что я знаю, там переводами, конечно, было по-всякому. Там конченых переводов. Но, опять же, перевод первого Resident Evil оригинальный-то английский, он параша полная. Там же сколько на эту тему мемов-то ходило. Про Джилл Сэндвич, там про вот это вот все, про... Там такой шляпы, миллионы маленькая тележка. Потому что денег тогда на это все выделили мало. Поэтому для серии это все не ново. В случае там какого-нибудь 4-го резика, все те же самые проблемы, что там ПКшный перевод говно,
ПК-шная версия говно, там пропадают буквы, пропадают стрелки, все вот это вот. Ну, то есть, ну, если, опять же, возвращаться ко всем классическим резикам, там все было плохо. Опять же, там, я не помню, переводил ли Кудос, но там Акеллы, все эти ребята были, Фаргусы были. И я в резики-то старые мало играл, и в тот момент их не застал, потому что плойки не было как-то. На ПК меня другие игры интересовали. Но потом, вот уже в интернетные времена, много чего уже на глаза мне попалось, и это было плохо. Ой, я что-то убьют сейчас, походу. В меня уперлись. Долго я ходил. Ну, я все просрал. Я... Сколько мы уровней прошли. Я прям нарвался. Там в резиках контента этого миллион. На самом деле. Потому что действительно там какой перевод не возьми. Да на деле это в принципе переводов 90-х. Кривых, косых, пьяных и вот этих прочих тоже полным-полно. Вы устанете их там перебирать, потому что у той или иной версии все равно обязательно находились какие-нибудь 777. Код Веронику переводили и Кудос также. ну вот, Меня ну, закрыли тут. куда за все консольное-то и отвечали, там просто в нюансах. Может быть, потому что, опять же, если там посмотреть там сайты, как раз, которые обложки коллекционируют, много чего как раз можно интересного узнать, как раз кто что делал, как делал и прочее. Поэтому поле тут не паханое. Любую серию возьми, хоть Half-Life, хоть 777. Резик. Вспоминаю перевод Семяву Волка на Резик 2, где игру назвали «Территория зла», что в СССР. Седьмой Волк вообще, как считается, вроде как вообще одни из самых парашных. То есть, если не считать там тех, кто косили под Фаргус и лепили там свои этикетки, лишь бы, то вроде как вот именно пальма первенства официально уйдет у седьмого Волка. Опять же, в рамках того же Сильвера, который мы разбирали, палка о двух концах. То есть у меня, с одной стороны, перевод считается как бы окей, но опять же, это перевод детства, поэтому здесь это не совсем то. Но, скажем, в рамках перевода, который мы на Dreamcast видели, когда мы Dreamcast-овскую версию на лайв-канале проходили, не все так плохо на самом деле, в принципе, жить можно, у Волка еще более-менее. Опять же, тот же перевод, который в Стиме официально идет, который мы тоже смотрели, это тоже не пиздейшн, поэтому на его фоне у Волка не все так плохо. Просто то, что там косяков, вагон и маленькая тележка, все там перепутано нафиг. Это, да, проблема. Там наша марка, ну, тоже, да не все вроде, плюс-минус, все считаются проблемными. Что там у одних, точнее, есть одни игры, которые одна контора сделала более-менее, а другие сделала просто ужас. Серданиель Фортескуэ 1921. 7 Волк самый парашный Закрыли равно меня потому, тут, как в что они, тюрьме. как правило, Выйти не могу. самыми первыми выпускали Ну что? болванки на рынок. От того Меня качество где-то закрыли страдало в начале там, как в тюрьме, блин, в комнатушке. А что, не выйти? Не Да, можешь? вот в этой, или в этой, или не в этой. Где-то, блин. Ну, я откуда-то вот отсюда Там появлялся. Да, я вот направо тоже бежал, там какая-то дверка... Не, направо. Вот откуда пришли, и там где-то была какая-то дверка с лестницей вниз. Блин, и козлы меня закрыли. Не открывают. Одинаково, я без понятия. Уже такое, знаешь, броуновское движение начинается. Где-то. Где-то вот когда, вот типа вот такой вот при комнатке. Ой. Только она вниз куда-то идет. Видишь, как? На карту. Очень хороший вопрос, есть ли она? В принципе. Ничи 777. Ну да, у Семьявого Волка есть такое, вообще у этой конторы интересная история. Какой-то чел работал в Фаргус или Акела, ему не недоплатили, и он обиделся. Так и появился Волк 7. Ну, они все так появлялись. Опять же, Акела появилась, потому что там тоже не договорились до чего-то в рамках Фаргуса и Вылез кое-как. отпочковались.
Это вот там буквально постоянная история была, поэтому я здесь ничего удивительного вообще не вижу. Так, перевод седьмого волка «Территория зла». Волк самый парашный ровно потому, что они, как правило, самыми первыми выпускали свои болванки на рынок. От того качества... Да, и все так тоже делали. Кто первый успел, того и тапки. Опять же, наша марка сделала ровно то же самое, как мы предполагаем. Что они скачали слитый билд от 7.3.8, который вышел там за несколько недель до релиза. Быстренько его... Точнее, даже так, они сначала озвучили демку, да Иван, потому что, ну, вся озвучка нормальная пропадает вот именно после того, как заканчивается секция, ну, то есть до ракетной шахты. Потом она возвращается уже в самом конце. То есть, скорее всего, они все-таки изначально озвучили демку и вывалили ее. Потом, когда как раз вот слили билд 7.3.8, они засунули, как есть, ивановские, то, что они успели, докинули, быстренько дозвучили кусок с джеменом и все, кинули это в продажу. На этом максимально вот ускорившись. Поэтому кто успевал где вот подрезать, тот и делал. Фаргус вот был, возможно, в числе таких пионеров, скажем так. Но они не были в этом плане уникальны, потому что заработать хотели все. Да и не исключено, что там был какой-нибудь картельный сговор. То в целом они там не то чтобы там сильно друг другом-то конкурировали. В целом-то, может быть, были там определенные договоренности и все. Драмы никакой, скажем так, не было. Но качество было, конечно, ну такое себе, естественно. Естественно, что сейчас это кринж. Естественно, что сейчас по возможности, либо если вы... Либо играйте с оригиналом и субтитрами. То есть, опять же, я... На слух, да, там английский воспринимаю так себе, мягко говоря, но не испытываю каких-то... Ой. А, ты пошел? Прошел, кое-как, я задолбался. Вот, я не испытываю проблем, поэтому можете проходить там в оригинал субтитры, если есть субтитры. Хорошо. Если есть вот как раз какой-нибудь там фанатский перевод, качественный, да, там геймвойсов, там любых других, можно с ним тоже, в принципе, от этого плохо не будет. Потому что играть в оригинале, опять же, все-таки может не каждый. Тем более, что есть такие игры, где вообще насрать. Там, английский, не английский, японский, не японский, там, и беги там, делай, стреляй, мочи и пофигу. В сюжетных играх, конечно, надо понимать, что происходит, чтобы там проникнуться по максимуму. Но тут уже как дело пойдет. В принципе. Но опять же, то, что эти переводы были в свое время, слава богу. Потому что когда ты маленький пацаненок, который там по-английски полтора слова понимает, и тебе там не будет ни папа, ни мама сидеть бесконечно, пытаться там сами понять, про что здесь речь, ну, вариантов-то других нет. Или так, с кривой косой вот этой вот всей истории, либо обсыхай, играй в косынку. Я не знаю. Поэтому здесь они сильно скрасили наше детство. То есть я не буду там какой-нибудь там, как Киселев какой-нибудь там брызжить слюной, что вот это канонично, это не канонично, вот мы там, сидя там на фоне ковра, там играли вот так, и должно быть вот только никак иначе, мы вот понимаем, а вы не... Это все херня. Опять же. Опыт у всех был разный, возможности у всех были разные, и как сейчас это все воспринимать, конечно, каждый решает по-своему. Потому как правильного ответа тут все равно нет. Но наличие даже вот таких переводов хорошо, чем их отсутствие. Тем более, опять же, сколько хороших игр было похоронено за, допустим, японскими версиями. Потому что есть определенный пласт игр, которые я бы с удовольствием попробовал бы хотя бы потыкать. Но это невозможно, потому что они на японском или там корейском каком-нибудь. И вот что делать? В принципе. То есть и изучить японский. Это у некоторых людей он хорошо можно там изучать языки из кондачка, а у некоторых это, к сожалению, идет очень плохо. Поэтому это катастрофа.
Поэтому, когда на помощь приходят там фанаты или пираты, да и слава богу. Уж Есть там- еще, кстати, целый пласт, который до сих пор немногие даже слышали и видели. Это, собственно, компьютеры, которые, ну и некоторые системы, которые Японию не покидали. То есть NEC PC 88, NEC PC 98, к примеру. Компьютеры, которые делались и продавались только в Японии. Только для японцев. И, соответственно, там тоже был Doom, немножечко своеобразный. Мало его кто видел, мало кто про него слышал. Вот. И там были тоже свои игры, всякие разные. Какие-то интересные, какие-то не очень. Но это тоже целый мир, скрытый от внешнего мира. Да. Серданиэль Фортескуэ 1921. Недавно узнал, что до OM PSX64 обрели звуки и музыку потому, что Бобби Принц запросил большую сумму за лицензию. Поэтому наняли Хаджеса. На мой взгляд, звуки лучше вышли. Музыка на вкус и цвет. Ну, опять же, это тот самый случай, да, когда история о жадности Билли идет только на пользу конечному потребителю. Когда вот так вот либо от нищенства разработчика там или автора, или как раз именно от жадности какого-нибудь автора мы получаем то, что получаем. Опять же, какая-нибудь серия StarCraft появилась, и Warcraft, точнее, изначально, да, появился, потому что Blizzard не смогли получить лицензию на Warhammer. А сделать что-то подобное желание было. Вот как бы два одиночества друг друга нашли. Ёпарасы, не туда. Да на лаве везде красный ключ надо. Надо куда-то... А, синий, по-моему, надо засунуть. Нам надо вернуться в большую комнату, обогнуть ее и туда синий приткнуть. Ничего, И там найти красный, 777. потом вернуться сюда, Раньше не просто сдохнуть на возможностей было лаве. мало, поэтому Открыть могли эту как играли, как и этот смотрели. уровень, я его просто терпеть не могу. Он такой противозный. На 3DO, я не помню, вроде он был, и капздец, я просто помирал и, не знаю, готов был язык откусить. Да, и красный еще по центру. А синяя, может, он там. Опять же, я много игр на Мегадрайве, да, проходил, когда вообще не понимал контекста. И приходилось буквально на ощупь это все дело испытывать. И что-то потом, вот уже там спустя годы, когда ты уже там более-менее разбираешься, понимаешь, ты такой, вот в чем было дело. Вот зачем мы это все делали. Это все понятно, это все, как говорится, прекрасно. И опять же, мыслей, про что бы можно было рассказать, много. Просто проблема в том, что мыслей много, времени мало. Поэтому, конечно, мы бы с огромным удовольствием вот наклепали бы вам кучу всяких разных историй, потому что я совершил катастрофическую ошибку. Блин. Только вот не разорвешься на все и сразу. Ну да. Блин, эти двери по таймеру. Ох. Ёп, опять лава. Привет, коллеги. Приветствую снова. О, здравствуйте снова. Да, решил к вам присоединиться. Это хорошо. О, вижу тут. Да, долго вы тут будете плутать. Да, Но этот меньше, чем на уровне с телепортами. Да, там тоже что-то я долго вспоминал, куда надо нырнуть и вынырнуть рыбкой. Очень малое разнообразие текстуры, но как бы лабиринты все эти, но, да, провоцирует то, что потеряться легко. Кстати, вот вы как раз вот когда отошли, и мы тут в небе заметили летающую ногу. Ну, просто она как-то просто в воздухе летала, ни к чему не привязана. Ну и кое-где текстурка подрастянутая немножечко на некоторых уровнях. Ну, она так под пол проваливается так маленько. Но это надо конкретно смотреть, не так сейчас сложно. Это где Ну, было?
Да, это вот, опять же, вот мы не записали это, 1777. Ладно, тайм-код. удачи с прохождением классики. Вот. Ну, можно потом, наверное, найти. Да, в чате, может, если кто-то Сокольгоров. помнит, где я На там Сегу это, надо было только на ощупь с проходить летающей игры, ноги в но и воздухе. запоминать, Это откуда какие просто враги я не появляются. настолько Сколько хорошо знаю выстрелов того Doom, или чтобы иного вот босса знать сделать и как расположение быстрее всех вот его этих убить. рук, ног, Та же Чентруарт, Чарпс. как это сказать, объектов всех вот этих вот на карте, что должно оно так быть или не должно оно так быть, вот тоже. Тут, кстати, был вот у нас тут дискурс по поводу того, что можно ли Half-Life 1, там, Quake и прочее портировать на 32X? Типа, что вы тут ерундой занимаетесь? Ну, понятное дело, человек может сарказм. Ну, достаточно посмотреть на RoboBlast 2 32X, и как бы все станет понятно. Там уже как бы проблема, а это все лишь еще Doom. А Quake будет еще тяжелее. Ну, то есть в совсем каком-то ограниченном формате, да. Но, кстати, есть демка же Чили Уилли того же. Он портировал движок, какой-то был старый такой Yeti 3D, по-моему, называется. Какой-то кроссплатформенный движок, который был и для Game Boy Advance порт, и еще куда-то там Nintendo 64, по-моему, ну, в общем, что-то такое. И, ну, для того, чтобы это выглядело, ну, работало с пристойной скоростью, ему пришлось, во-первых, вот как в режиме Doom, вот этот вот low detail, когда изображение растягивается по горизонтали. То есть, на самом деле, экран как бы там не 320 пикселей, да, в ширину, а 160, но каждый пиксель прорисован 2 раза, и поэтому как бы фактическое разрешение в 2 раза меньше по горизонтали. Там вот так сделано, плюс еще каждая строчка дублируется 2 раза, то есть и вертикальное разрешение в 2 раза меньше, чем оно, ну, как бы, на самом деле. То есть фактически игра идет в разрешении 160 на 100, и вот как бы все такое супер пикселизированное, не очень быстрое и выглядит стрёмно. Но вот примерное представление о том, как бы выглядел Quake, можно получить. Там текстур, по-моему, кстати, из Quake используется. Короче, демку можно найти на YouTube, посмотреть, как это выглядит. В общем, я бы не стал так делать. Да, Half-Life-то может и получится, но это уже не будет тот самый Half-Life. Там не Ну будет да. той самой физики, там очень все будет иначе. Это будет, ну, я не знаю даже. Ну, это будет, точно не будет порт, это будет что-то новое и, да, сильно ограниченное. Плюс Да. физика все-таки очень сильно в Quake завязана на числа с плавающей точкой, поэтому которые отсутствуют. По крайней мере, они появились только на Dreamcast, на SH4. А до этого, как бы, извините. То есть пришлось бы как-то либо ограничиваться числами с фиксированной точкой, и какие-то несоответствия бы были уже сразу. Плюс, скорее всего, это все равно при производительности бы очень сильно проседало. Короче, это нетривиальная задача, я бы за нее не стал браться. Да, ну, это, скорее всего, люди, ну, так, прикалываются, что подколы. Ну да. Раз это бахнули, бахните еще. Ну да, людям уже больше нечем заняться, кроме как бахать. И как бы Да, бахать. говорить все гораздо, а вот делать, как бы, никто не бежит что-то делать, все с предложениями лезут. Вот, по-моему, на этом уровне, кстати, надо же вот из этой комнаты в лаву зайти, и там за углом будет телепорт. Вот в этой комнате, где когда из начальной комнаты выходишь, налево поворачиваешь, там еще аптечка лежит, и вот да, по-моему, вот оно, по-моему, сюда вот, в этот телепорт, да. Ну, кстати, мы тут Вот она даже. раз у нас был, ну, ролик еще не вышел, но по поводу Quake у нас был такой дискурс, мы вот проходили всячески.
как раз кололись и плакали товарищи, что все запутано. И От прочее. чего Я же? тоже, когда его первый раз вот проходил, я тоже такой, да ёпарасы, да куда ж тут, блядь, идти? А сейчас я смотрю ладно. и такой, типа, да... Квейки-то не было чем-то особенным, блин, тут такого непонятного бэктрекинга дофига и больше было всегда. Quake даже чуть Ну, на больше самом деле, иногда стал. В Quake его не так и много. Я не могу там вспомнить каких-то уровней, где прям можно потеряться, потому что, мне кажется, к тому моменту они стали, ну, научились лучше уровни делать, и даже при условии отсутствия автокарты потеряться там было сложно. Все-таки Doom это, грубо говоря, ну, такая, по большому счету, во многом проба пера после Wolfenstein, когда там вообще как бы лабиринты просто тупо. В Doom уже это в меньшей степени заметно. Мне кажется, в Quake еще меньше. Плюс все-таки нормальное освещение, да, оно помогает ориентироваться, когда у тебя там какие-то эти факелы висят, там, не знаю, там лампочки, еще что-то. Нет такого вот этого монотонности, как вот в Doom в том же. Ну да, это не касается версий типа Берсеркера и RTX, а так да. Потому что в Берсеркере и RTX там понаделали темных помещений. И там ты даже если это помещение знаешь как бы в цвете, ты все равно начинаешь там путаться, потому что ничего не понятно. Еще стоит себе подсвечивать постоянно. И это ну такое себе. Ну, кстати, сейчас ключ надо было брать, там надо было разбежаться просто и прыгать туда. Вот, в это вот. Я что-то в кнопках со страху запутался в кнопках и сиганул, и... Ну, там есть один телепорт, который ведет к кнопке, которую ты нажимаешь, и там он мостик поднимает, чтобы не надо было вот так вот с разбега туда бежать, по-моему. Но Да, там какой из надо них, я не ХП. помню. Надо ХП. Мы тут все ХП съели, ХП не осталось, и мы вот вдвоем без ХП по лаве бегаем. Сейчас еще Да. и сапоги кончатся там, бля. Но осталось немного-то. Уже вот реально прям Да. движение начинается. Ну уж сильно они становятся такие вот замороченные. Без карт прям, конечно, очень тяжело. Да, где я был, куда надо, Сокольганов, где мои вещи. С вами интересно, и время улетает куда-то. Желаю успехов и приятного вечера. Пачи? Вот один там еще телепорт есть, вот, где вот только что был кто-то из вас. Где ракетница, комната, да. Вот на левом экране. Вот слева или справа, не помню. Короче, выйти из этой комнаты надо и налево, да. А в этот заходили, да? Так, красный ключ я вроде добыл. Пум-пум-пум. Теперь его надо в правильное место Я уже приткнуть. сколько раз с этим ключом хожу, и каждый раз его найти не могу. Зато дохну. Потому что уже, да, эти все ставки съедены. Всё. Были. Желтый ключ тоже не брали. А желтый ключ лежит вот в этом лабиринте, который где как демоны вот внизу, да. Где-то там, где БФГ, и вот там же желтый ключ с этим. Как его? С охранником, с дробовиком. По-моему, где-то там они. Так, хо-хо. Так. Да, надо опять по лаве без- бежать, и вот 20 хп и добежать по Да, лаве. это надо после респавна бежать только. Ладно, это же даже Lost Soul ни на кого внимания не обращает уже сам по себе. Ну да, они что-то уже такие апатичные стали, им уже как-то пофигу на все. Ну, а там есть баг известный, он, что когда они врезаются в стенку, промахиваются, они забывают про все. Это как бы, это фича. Ее никто не исправляет. Кстати, еще вот хотел тоже вот спросить. Вот эти вот, ну, вот черепки мы подбираем, и они вот немножечко не по центру квадратика. Я знаю, это маленько, может, это абсурдно прозвучит, но так это... А это так специально, на самом деле. Да? Ничего не случайно, потому что есть же два типа ключей. Есть черепки, есть карточки. А, и это все под один размерчик.
потом. Они, на самом деле, и то, и другое может быть даже на одном Легендарная уровне. игра. Поэтому О, вон как. черепок, он как бы правее сдвинут, а карточка левее. То есть отображаться может и то, и другое. Там, по-моему, это можно даже увидеть, если чит, воспользоваться читом, который все предметы даст, они будут одновременно отображаться. Вот, не бака фича оказалась. Вот я вот не знал про вот это вот. Я не помню, было ли это в оригинальном Думе, но вот в этом точно есть два типа ключей. И они на самом деле дублирующиеся. О, кстати, вот они. Вот и тапки. Не дублирующиеся, но, видимо, для уровней, типа вот, которые в аду уже, там именно черепа. А в этом... О, кстати, красный ключ. Красный ключ. Красный ключ и 20 хп. Опять получается, Да. не получишь, а-ля-ля-ля-ля-ля. Ах, если бы аптечки респавнились, как же было бы хорошо, да? Или ключи Я, сохраняются. кстати, не помню, в Quake респавнятся аптечки в коопе или нет. По-моему, нет. Да вроде нет. Ну, кстати, там же Было бы вот здорово. слева, кстати, по-моему, тоже был сейчас телепорт какой-то. Там же вот этот в лаве, который находится. Он там Да, куда-то здесь по ведет. центру один телепорт и прямо там телепорт за... Вот, да. Нет, вот это один, а есть еще один. Вот где комната с этим, с кнопкой, с черепом. Там, где ракетница, рядом с ракетницей, там еще один телепорт есть. Там, где, которые как демоны охраняли. Ну, я, короче, залез в желтый. Ну, короче, попытка не засчитана. Можно умирать. Да. Как бы уровень не пришлось перезапускать как-то. Да. Кашка. Мартинис 1234, привет. А вот красная дверь-то надо открыть, дверь. А, это желтая еще дверь, да. Блин, А Вот вообще где, такие- вот, Есть вообще Ну, какие-то вот- желания попытаться что-то еще портировать, окромя Doom, ну вот, идовских игр на 32X? но Wolfenstein тоже есть, его, кстати, попробуйте как-нибудь тоже, может, постримить, не знаю. Да ёлки-палки. Вот слева экран, вот на левом экране. Ага. Вот, да, вот там рядом. Вот, не, назад, если вот вернуться на... как бы объяснить-то? Там кнопка такая, где вот синий ключ где, да? Вот Мгм. к синему ключу, если подойти, и идти от него в обратную сторону. И надо, да, желтый... Оба, да, и желтый ключ. Да капец, такой танец надо исполнять на джойстике. Уа! Вот, нет, вот где синий ключ? Я тут Надо пытаюсь найти синий разобрать. ключ. Тут я не могу запомнить, где он тут есть. Где-то тут вот ходишь, колобродишь. Именно... Вот. Вот. Так. Фу, я вернулся из ада. О, господи. Какая жесть. Так, у меня все 3 ключа. Центр появился. Теперь надо разобраться, где тут выход нафиг. Выход в центре, А по кто-то из крайней вас мере, только я- что был около я двери. уткнулся там Во, центрально, вот здесь, самом вот дверь. этот вот. Во, там уже вот назад, если вернуться от синего ключа, вот в обратную сторону. Вот, слева на левом экране, да, вот прямо. Нет, это направо. А вот если прямо, и вот прямо, вот в лаву. Вот в лаве там тоже еще один телепорт. Там уже были? Квинти бы сделать бы показ в Дискорде, чтобы без А. задержки было. Кстати, мысль, да. Тут Да, красный, то... я куда-то усвистал. Сейчас, секунду сделаю. Ой, Да, лучше сделай ну, показ там с игры телефона в же Дискорде. этого самого как-то видно будет, хорошо или плохо ли. Просто я сижу в Дискорде через много трубопровода, и он не потянет стрим. Так что это лучше вам. Вот это, по-моему, уже выход, сделать. кстати. Ну, я вот попробую сейчас посмотреть там. Может, и выйду, дай бог. И у меня отвалилось управление. Блин. В смысле? А, Не должно было.
А, нет, работает. О, появилась. Все. Пустите, пожалуйста. Аптечечки, во. Ого, И чё, это аптечечки. опять не конец? О, конец тут будет печален. Так, какой же там, блин, телепорт теперь? ведет сюда? А, ну вот она, желтая дверь, я вижу. Да, вот теперь надо в нее как-то внедриться. А теперь выход, он по центру, который в лаве. Вот телепорт. А вот это он вот и есть. Я в нем и сейчас вот нахожусь. Он-то и делаешь. Ну, Да, по-моему, нет, по-моему, тот, который в центре в самом. Так он В в самом центре стоит центре сейчас. всей карты. да, я в центре сейчас, и это... Ну, он открывает там правую секцию, что ли. Он что-то Да где-то открыл, я ёлки-палки. в Дискорде сделал там трансляцию без задержки. Да, в Дискорде но можно там на пользователя тыкнуть и там смотреть стрим. Да елки-палки, меня в телепортах. А то Ага. на Ютубе задержка там секунд 30, Ну, наверное. там можно поставить же без задержки, просто я что-то никогда не пробовал, я не знаю, просто... Да, не всегда будет. Она увеличивается с просмотром. М. Вот. Центр. Центр это то, но он открывает дверку. Дверку он открыл, и теперь надо в правильный телепорт сесть. Так. Пытаюсь понять, здесь... А что ж ты? Да хоть прям записывай. уровни? Какой телепорт. Ох, кто же этот уровень проектировал? Неужели наш любимый Джон Ромерище? Нет, по-моему, это Сэнди Петерсон, который... Перемудрил прям. Я всегда в детстве думал, что Сэнди Петерсон это женщина. Потому что имя женское. Ну да, Оказалось, имя это такое. Про Сэнди. Толстый дядька. Даю. Да О, неужели? выход. Да Ядрён неужели? батон. Я ходил по лесу, ходил и выплутал все-таки. Господи. Обалдеть можно. Дис. Этот уровень чем-то вот как А вот раз сейчас будет Quake 2 сейчас без напоминает БФГ будет тяжко. Mines. Запутанность, невозможность. Да уж. Но зато этого уровня вы хрен дождетесь на обычной версии. Потому что тут уже боссы есть, это охренеть. Фига он ваншотит? Здрасте. Да, босс. Ну, он не ваншотит, но очень серьезно, да, гатит. БФГ нужен. Будем пистолетами затыкивать до смерти. Защекотать. Слава богу, Можно хоть- еще? Можно остальных натравить на него, в принципе. Да, ну это ж надо, чтобы он их проатаковал как-то. Ну да, надо за тушку прятаться. Да, ну и опять же, в Думе хотя бы боссы как-то посерьезнее выглядят. Потому что чего-чего, вот Quake я вообще не... Да нет, он ваншотит прям. Потому что уровень сложности невысокий стоит. Че он прям? Шел, забыл, как дышать. Мгм. Ну там чейна, поэтому там много не надо, на самом деле. Скорострельность большая очень. 12 хп оставил. Только посмотрел на меня. Ой, блин. Да, мощный Петрович. Получи. Ну, в Quake Так, боссы все-таки не такие, в которых стрелять надо, там все-таки больше на механику какую-нибудь. Там, мостики, кнопочки, там, дефраги. А вот, кстати, броня же вроде в Думе, она как-то, ну, она же не является заменителем ХП, она же как бы вносит свой процент в уменьшение урона, как я понимаю. Ну да, но по факту это просто как тоже дополнительное ХП, но
Тут просто нету типов, в отличие от первого Quake, в котором там желтое, зеленое и красное, да, по-моему, там, у них разный еще процент снятия урона. Здесь все одинаково, 50%, по-моему, у всех. Елки-палки. Вот, Поздравляю. да, впервые, ну, я не впервые, ну, Панкрин-то, я не знаю, впервые, не впервые, Doom, ё-моё. Ну, можно сказать и так, хотя что мы там сколько уровней-то прошли? Что я до этого вот сидел, смотрел только. Поэтому... Ну, совместными усилиями вот проходили, кое-как прошли. Да, присяг. И вы представьте, это только один первый Doom, а там еще второй, а там еще ТНТ. Да вы замучаетесь играть, вам столько контента понаделали, елы-палы. Это ж обалдеть, круто. Ну так вот, Ну вопрос. да, Вот второй он еще здоровый. Сами уровни больше. Так вот, собственно, вопрос. То есть, окромя идовских вот каких-то... Будет что-то еще, попытки там портировать что-нибудь на 32X или куда-то еще? Именно вот уже сторонние. Ну, что я не пытался придумать, что можно еще портировать, ничего не придумывается, на самом деле, такое стоящее. Единственный вариант это, опять же, это около идовское, не помню, как зовут, Дэйв Тейлор. Он ушел, по-моему, из id после Quake. Я не помню, как контора называлась. Они сделали Abuse игру, а потом делали игру Голгофа, которая, по-моему, не вышла. Вот Abuse еще может быть теоретически возможно портировать, потому что его исходники есть. Я не знаю, я могу подкинуть сумасшедшую идею. Duke Nukem 3D, может быть. С ним, конечно, повыделываться придется. Там очень много ассемблера x86. И как бы переписывать это с одного ассемблера на другой, ну, это такая работа, невеселая. Да, там То есть, с наскоку не получится, это займет какое-то То есть, время. да, вот в этих вообще вопросах очень всегда важно, что был какой-то вот этот вот низковисящий Фундамент, фрукт, база. который, да, ты как бы что-то быстро получил какой-то результат, и можешь двигаться дальше вот от результата к результату, что-то у тебя там, самоподдерживающийся какой-то процесс получается. А потратить там несколько месяцев на... и ничего не получить, может быть, на самом деле, это очень что-то такое. Ну, я не знаю, надо быть большим очень энтузиастом всего. Да. Кто любит Дюка, для вас поляна открыта. У Дума получилось, и у Дюка получится. Только Ну, нужны люди, горящие этим. Лучший кандидат это Abuse, на самом деле, мне кажется. Там такая двумерная штука, там как бы персонажем управляешь, он там по каким-то пещерам что-то бегает, что-то там стреляет. Я в нее в свое время не играл, но вроде неплохая игра такая достаточно, по отзывам. Я не помню, что это больше напоминает. Блин, там, типа каким-то курсором, значит, управляешь, а туда человечек бежит, стреляет. Ну, не лемминги, конечно, но что-то такое. Лемминги с оружием, с дробовиком. Но это единственное, что вот так вот можно придумать. Сейчас еще там, правда, я видел, есть два проекта интересных. Люди декомпилируют Castlevania Symphony of the Night и Carmageddon. Но вот Symphony of the Night еще на самом деле, возможно, имеет смысл. Ее же изначально и задумывали как игру для 32X, прежде чем отменили. И перенесли на PlayStation и Saturn. Ну да. Наверное. Так что, если будут исходники на сях, ну, даже там 95% условно, то, какой-то смысл в этом есть, и там можно будет как-то там подумать, как хитро разделить
графику между плоскостями 32X и Мегадрайва, чтобы это еще прилично выглядело. Но это, опять же, большая работа просто. Ну а какой-то все-таки возможен обратный инженеринг с Сатурна? Чего-нибудь тут не сильно замороченного. Ну, например. Ну, тоже Sonic Extreme. Да, практически все, что 3D использует, оно... Я думаю, что скорее нет. Это реально заморочка. Это ж надо будет писать софтовое построение 3D и бросаться этим во фреймбуфер. Да, Очень. я скорее скептически на это смотрю, чем оптимистически. Да, Ну, это эмуляция Сатурна, это сильно то есть, да, накладно. я бы обрисовал список потенциальных игр вот интервалом, скажем так, от какие-нибудь DOS-игры от, не знаю, 92 по 95, например. Вот то, что можно портировать. Хорошо бы пошли какие-нибудь типа адвенчуры, которые вот, ну, типа там сиеровские, вот эти вот там, не знаю, Monkey Island, вот это вот все такое. Потому что графика 15-битная, она хорошо бы смотрелась. Ну, чисто... И не требуется вот этого высокоскоростного геймплея, да, там с большим количеством кадров в секунду, которая вот как бы ахиллесова пята, скорее, у 32X. Что бы еще такого можно было Диабло. придумать? Диабло. Ну, вот... Диабло. Ну, а как 256 килобайт? Да, Как с ней маловато. быть? Это маловато будет. Гальдкор. Это гача. Основная, да, проблема память. То есть уровень-то еще можно, да, засунуть в какой-то степени, точнее, даже не уровень, а скорее анимацию персонажей, да, там, монстров. Но с генерацией уровней что делать, непонятно. Ну и все-таки, мне кажется, у Диабло большое вот это состояние, да, там предметы надо как-то хранить, там, короче, я думаю, не потянет. Но какое-нибудь что-нибудь подобие, да, не такими большими уровнями и, возможно, что-нибудь, да, такое. Но это, опять же, это не порт, это надо какую-то с нуля игру делать. Да, получится Диабло Мини. Ну да, вроде того. Ну вот, мне кажется, что правильно это вот какие-то игры, которые, грубо говоря, были бы апгрейдом для уже существующих игр на Мегадрайве. Ну, условно говоря, вот есть Pitfall, да, Pitfall, он, насколько я помню, его портировали тоже с PC, есть отдельный порт для Мегадрайва, есть для 32X. Просто для 32X он не особо народ заморачивался, там низкий FPS и дурацкое управление. Вот, скажем, исправить исправленную версию гораздо было бы более правильно, нежели, ну, и быстрее, нежели что-то там пытаться с нуля сделать. Ну и как бы кто сейчас возьмется за это, у кого такие ресурсы, чтобы потратить на это там годы разработки. Так играет на самом деле несколько лет человек-часов, ну, условно. Да. Поэтому взять что-то готовое, что-то исправить, это более такой продуктивный, мне кажется, путь. Тут уже скоро стрим к 4-часовой отметке приблизится. Я думаю, надо потихонечку. Все это прекрасно, да, но все-таки Пора честь знать.
Да, Да. И наш ресурс тоже подходит к концу. да, время уже Уже так позднее. языки протрем до дыр. Эх, как это, был бы другой часовой пояс, можно было бы и еще, но уже все как-то, да, надо потихонечку уже Да, мы спать. по ночам Бэтмены, а по утрам мы, как все, ходим на работу. Так что ничего с этим не сделаешь. Ну да. Опять же, мне кажется, было замечательно, было интересно послушать, вопросы позадавать, потому что на самом деле такую вот изнанку разработки, именно как раз даже вот усилиями таких в частном порядке и руками энтузиастов, всегда послушать интересно, потому что когда ты являешься конечным потребителем, и вот, плохо себе представляешь, как это работает именно вот с той стороны монитора, всегда послушать вот именно как людям приходится изгаляться, как бы, что ими движет, это всегда, конечно, дорогого стоит. И даже вот не в рамках какого-то ролика, а вот так напрямую. Поэтому спасибо большое, что Ну, посетили нас, да. рассказывали. Вам спасибо. Надеемся, что от нашего ролика будет хоть какой-то толк в том смысле, что хоть какой-то, Движение. да, движение, какая-то популяризация, потому что мол, Кирилл, что все остальные, даже кто какой-то там пассивный вклад вносят, опять же, это прям замечательно. Поэтому со своей стороны, то, что мы к этому смогли приобщиться таким образом, это, конечно, ну, почетно. На самом деле, круто, когда, ну, делаются такие ролики, которые не просто, да, они, ну, как-то обозревают, грубо говоря, а именно дают какой-то взгляд, ну, ретроспективу и контекст, скажем, да, происходящего. Потому что часто люди ну, как бы не погружаются в что-то, и потом, условно говоря, делают ролик, этот ролик потом начинает уже становиться каноничным, и многие вещи просто либо некорректно воспринимаются, либо вырваны из контекста просто. Поэтому вот когда такие вот обзоры, как у вас, делаются с душой и с умом, это все приятно. Старались по возможности. Ну да, вижу эту TNT. На самом деле с такими роликами, конечно, очень тяжело работать, потому что, опять же, вот говорю, даже когда пытаешься вроде бы не ошибиться, именно что если первоначальный источник, он действительно не полный, то есть форумы, вроде какие-то фанатские сайты, фанатские там какие-нибудь группы, ты вроде лезешь туда, специально все смотришь, а потом выясняется, что нет, то ли инфа не та, то ли писали ее как-то превратно, то ли ты ее понял через одно место, и потом, да, получается сломанный телефон, потом... Ну да, дальше эта информация становится каноничной уже на самом деле. Да. И это, конечно, прям плохо, это прям печально. Поэтому в этой ситуации мы... Не, ну у вас в основном все как бы было круто, ну, в плане достоверности. Единственное, что мне кажется, как-то стоило больше чуть-чуть внимания уделить, может быть, CD-версии. Потому что она, ну, скажем так, ну, не знаю, если Resurrection оригинальный взять как меру, да, то это там 4 раза больше контента, он там более, скажем так, достоверный. Ну, вот так галопом по Европам очень быстренько вот пробежались просто. Ну, тяжело про все вот это рассказать, и особенно, ну, когда... Особенно игру-то и не играл сам, можно сказать. Небольшой фанат, как бы... Я больше обалдел с железной части, нежели с, опять же, с самого Дума как игры. Не, я понимаю, я сам, ну, как бы, до того, как не занялся проектом, особо в Doom-то не играл. А первый Doom я просто возненавидел, когда я его
ну, мне приходилось в него играть, пока я игру тестировал. И меня очень сильно злили бесконечные вот эти вот ловушки однообразные, там монстры, которые за спиной спавнятся, там дверки вот эти, там, трэпы бесконечные. Как бы видишь, что разнообразие приемов его как бы не было на самом деле. Ну, Да, грязные даже приемчики. да, даже по сравнению с Quake'ом. Я не помню там такого количества вот этих вот шкафов с монстрами, которые там у тебя за спиной открываются. Вот, а в Думе это сплошь и рядом. Ну да, во втором Quake этого сильно меньше. Там бывало, там, где какая-нибудь открывается дверка, и оттуда кто-нибудь выскакивает, но такого прям тысячка. Ну там-то и врагов меньше. У нас поэтому даже тут такой забавный был момент, когда мы там обсуждали тему, что парням очень сильно Quake 2 напоминал серьезного Сэма. Что тут что-то взяли, тут что-то взяли. Я на это смотрю, как бы, говорю, где? В каком месте? Потому что стиль вообще другой, потому что врагов все-таки меньше, но опять же понятно, что у Кармака геймплей плясал от технических возможностей, и поэтому у нас там первый Doom мог быть таким резким, дерзким, с большим количеством врагов, а там, Doom 3, ну и Quake тоже были ограничены технологиями своего времени, поэтому хочешь не хочешь, там в Doom сколько там, больше 2 врагов, 3 там не могло быть одновременно, потому что иначе бы там систему бы у всех пукнули. То также и здесь было, что геймплей в том же втором Quake он более медитативный, где врагов там сильно огромными пачками на тебя не пихают. Ну да. Там и спаун Насколько я за спиной помню, всего. В первом Quake, когда я читал описание этого Майка Эброша, который Кармаку помогал оптимизировать, по-моему, они сошлись на том, что на экране не может быть больше 8 монстров максимум, по-моему. И это для, там, условно говоря, Pentium какого-то, у которого там, мало кого еще на тот момент был, хотя Quake 1 уже требовал, но стоил он-то кучу денег, и старались они минимизировать количество монстров на экране. А здесь как бы в Doom 8 это совершенно такая рядовая ситуация. Ну, они тоже учились, тоже старались. Ну да, там очень интересно читать, на самом деле, как они оптимизировали все, пока пытались это получить, все рабочие. Там же, на самом деле, в первом Quake, начиная с какой-то дистанции, грубо говоря, монстры в спрайты превращаются, грубо говоря. Ну, они посчитали, что вот, как бы, там, эти мелкие пиксели, они не поймешь, там, что там. Неотличимо будет одно от другого. Я упрощаю, но суть примерно такова. Там они упрощают сильно там текстурирование, там трансформации и все остальное. Во втором, кстати, это они уже убрали, то есть такой штуки там нет. Там честно всегда все модели отрисовываются как положено. Поэтому, кстати, в первом Quake нету еще... Местами тоже спрайты используются вместо там, для взрывов, эти лампочки, эти пузырьки для производительности еще. Побоялись на модельки переходить. А во втором уже, кстати, взрывы, да, модельками сделаны. Но не во всех версиях. Потому что в RTX версии Quake взрывы почему-то снова стали спрайтовыми и, сука, просто плоскими, что ты, стоя под определенную, ну, под углами, видишь просто, что это вот реально плоский взрыв. То есть он там даже не поворачивается за тобой. Где-то там на некоторых уровнях, там где-то большая пушка, это прям видно. Ты такой, ну ёпа. Ну, видимо, какие-то были технические причины. Наверное. Стрёмнее от этого не становится. Оно прям плохо выглядит. Плохая идея, она и в Африке плохая идея. Ладно, там оружие они перерисовали, ладно, там оно светится, но плоские взрывы это прям такое себе.
В оригинале, по-моему, только БФГ был плоским, а ракетницы были нормальные. Во втором, я имею в виду. Ну да. Ну, там... В свое время тоже много... Ну, в первый я еще играл так, как синглплеер, когда модем появился, так, по утрам, там, в 7 утра мы вставали, там, кланы тренировались. А второй уже больше играли, ходили, там, в клубы, что-то там такое, вот такими кланы тут. Вот когда третий вышел, стало как-то неинтересно. Мы играли, даже мультиплеер гоняли, помнится, было дело. Прям... Ну, показалось, что это все то же самое, как бы, только переупакованное. Не знаю, что-то уже было не то. Всяко лучше Анрила. Так. Ладно, товарищи. Давайте на этом будем закругляться. Потому что- Да, спасибо всем. Спасибо большое. Еще раз удачи. Да. Вот. Будем ждать новых видео и стримов. Мгм. Хорошо. Так, ну что ж. А на этом у нас все. Спасибо, что были с нами. С вами был Панквинта. И 88М, и все остальные, кто до конца стрима не дожил. Да. Спасибо, всем пока. Да. До новых встреч.